Метро Маяковская, наверное, одно из самых моих любимых мест в Москве. Вообще здесь всегда очень красиво, ну и концертный зал имени Чайковского. Когда я, собственно, играла в оркестре, мы играли и в концертном зале «Россия». У нас было много... Вообще у меня 4 гран-при на международных конкурсах с оркестром. И один из любимых залов, который на меня произвел впечатление просто огромное, это вот как раз этот зал, потому что в нем действительно потрясающая акустика. И если в концертном зале «Россия», которого сейчас нету, мы записывали, я помню, специально фонограмму оркестра для того, чтобы там звучать, потому что акустика зала не предназначена для выступлений. А в Чайковского там все предназначено для того, чтобы слышать эту музыку вживую. И для меня всегда было важно, такой большой ценностью, наверное, вот этот вот живой момент музыки. Вообще музыка в моей жизни все-таки 16 лет заняла, и после окончания музыкальной школы я дальше продолжила как бы свою карьеру в оркестре, играла, и для меня, наверное, одни из самых радостных моментов были, и одновременно самый грустный момент был, когда я перестала играть. Я тогда училась на втором образовании, пошла на вторую вышку по английскому языку, я переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, и я поняла, что я параллельно не могу успевать учиться и на 2 образованиях, и еще и, собственно, играть в оркестре. И мне в какой-то момент пришлось уйти, и я даже домру не брала несколько лет. Я когда ее первый раз взяла, я рыдала весь вечер. Для меня это было очень болезненно, потому что много прекрасных моментов, полжизни, наверное, в музыке. Но всегда тоже такой вопрос, а хотелось ли мне стать музыкантом профессиональным. Я помню, как мой дирижер мне задавал этот вопрос, и давай, говорит, в училище поступай. А я ему ответила, что я не чувствую в себе потенциал. Такой, как вы, я не стану преподавать детям в школе. Я, к сожалению, понимаю, что я тоже этого не чувствую в себе. То есть мне хотелось видеть потенциал своего развития внутри какой-то профессии. Я очень классный командный игрок в музыке и всегда была там, так скажем, на вторых ролях, которые мне нравились. На вторых домрах я играла, и он также меня спрашивал, а не хочу ли я пересесть на первые. Ну, вроде как пора, ты уже много чего знаешь, ты уже вот очень опытный музыкант. И я говорю, а на вторых-то кому играть? Тогда провалится эта группа. И для меня всегда было важно, опять же, как это вместе работает, а не то, где ты лично, там, не знаю, становишься. И вот я на вторых домрах абсолютно этим горжусь. 16 лет играла, и поэтому вот этот зал, наверное, он для меня важный. И когда я еще не жила в Москве, я всегда сюда приезжала, и для меня Москва – это не Красная площадь, это вот это место какое-то такое очень ценное и близкое мне. А потом мы сейчас пойдем вниз, и там будет еще одно знаковое для меня место уже в моей карьере художника. Мне еще хочется сказать, что вообще мой любимый художник – это Кандинский. И Кандинский, кто знает, он очень связан именно с музыкой, потому что он за счет цветовых сочетаний на своих картинах, по сути, рисовал музыку. То есть понимая, как по цвету можно выразить тональность разных инструментов, он создавал такие музыкальные композиции за счет вот как раз синестезии, да, вот для меня там, например, число 7, оно зеленое, вот он как раз в музыкальных вариациях это делал. И я когда увидела первый раз его картины вживую, я сидела и плакала просто в зале, потому что меня настолько это тронуло, это настолько было мне понятно и близко, я услышала как будто это музыку, потому что когда я, допустим, смотрю на партитуру или на ноты, я же слышу музыку, я с 6 лет музыкой занималась,
И я понимаю, что теперь в искусстве через вот такое соприкосновение я тоже слышу вот это соединение сфер, соприкосновение, вот это содружество, синергию между живописью и музыкой. Поэтому для меня это тоже важно. Ну что, идем дальше. Я в процессе проверяю работы по курсу, не просто вода. Приходится учиться переключаться. Мне иногда это не просто дается, переключаться с одной деятельности на другую, но мне кажется, что с каждым Новым годом и новым проектом я переключаюсь гораздо лучше. Вот, потому что иначе, если мы делаем только одну задачу в одно и то же время, то мы ничего просто не успеваем. Невозможно. Акварель, кстати, рисование, она вообще про то, чтобы сразу совмещать много действий. Ты смотришь за тем, как растекается краска, смотришь, как подсыхает бумага, одновременно замешиваешь. В общем, как вот эта вот езда на машине и много разных действий. Одной рукой одно, другой другое. Вот. И да, я учусь этому каждый день еще лучше. Всегда есть чему учиться, собственно. Вообще, я еще очень люблю, наверное, это любимая книга для многих, Булгаков «Мастер и Маргарита». И мы идем сейчас к Булгаковскому дому. И в этом доме была моя первая персональная выставка в 2017 году. И вообще я начала рисовать где-то как раз, это был год 16-й, вот там плюс-минус. И я вообще не думала, что как-то это во что-то выльется. Мне сначала это было просто, приносило мне радость, было просто интересно. А потом это стало, как-то появились первые подписчики в Инстаграм, людям стало нравиться, обратная связь стала мне тоже давать, поддерживать меня. И в какой-то момент мне написали. Сначала это была студия «Паспорту», и Даша Анадская, я очень ей благодарна, пригласила меня в Москву вести первые мастер-классы для начинающих. Но вот прям таким еще хорошим стартом дальше было, когда меня пригласили Вероника, Ника, администратором, она тогда была в студии Петра Кончаловского. И вначале это была работа на корабле Брюсов, который стоял рядом с музеоном. И я помню, как я вела мастер-классы, а корабль раскачивался. И ты ходишь вокруг учеников, и это все, раскачивается. Но это было очень интересно. И я еще тогда жила в Калуге. Но я приезжала в Москву именно на мастер-класс, останавливалась в каких-то хостелах. Это было безумно интересно, потому что я вообще еще не представляла свою жизнь как жизнь художника. Я вообще думаю, что я сейчас, что сейчас все мои студенты рисуют 10 раз лучше, чем когда я начинала преподавать начинающим. Но был запрос, и я откликалась на этот запрос. Был ли у меня в этот момент какой-то синдром самозванца? Да нет. Я понимала, что иногда легче всего преподавать тем, кто на шаг только не доходит до твоего шага. То есть ты помогаешь сделать шаг на следующую ступеньку. А вот когда ты здесь, например, начинаешь, твой преподаватель вот тут, или наоборот, ты уже как вот преподаватель, вырос, а студенты только еще не знают, как с красками взаимодействовать, то вот этот разрыв, он большой. И иногда преподавать
ну, достаточно сложно в таком ключе. Поэтому вот когда ты не так далеко еще от своего студента по уровню, ну вот рядом, у вас гораздо больше взаимопонимания. Я думаю, что все знают, как в университетах, когда им нравилось, когда молодые, или в школах молодые учителя, или аспиранты вот только-только, потому что у них свежие знания, и не всегда там какой-нибудь профессор, который 40 лет преподает. Нет, конечно, есть исключения, но все-таки вот этот вот разрыв, когда меньше, он классный. И сейчас я тоже об этом всегда говорю, что начинайте помогать и объяснять тем, кто вот вы этот шаг прошли, и помогайте другим перепрыгнуть эту пропасть, вот подайте им тоже руку. И вот здесь начался уже мой путь такой классный в преподавании, потому что моей сейчас уже Брюсова корабля нету, а потом я преподавала вот в этом здании. Мы сейчас туда пойдем внутрь. И, собственно, в тот момент, мне кажется, я поверила, что то, что я делаю, нужно. То, как я создаю свой подход, структурный подход, он необходим в этой сфере, где совершенно много вот этого, ну, потому что я так чувствую. Ну, то есть, как бы, это неплохо, это тоже важно, но когда полностью хаос, ты не можешь ни от чего оттолкнуться. И я поняла, что в каких-то вещах не хватает этой структуры. И правда, кто со мной давно, напишите в комментариях, я буду очень рада, потому что есть те, кто вот со мной еще с того момента, как я здесь работала. Пойдемте немножко зайдем. Вообще это легендарный дом, и я рада, что я тоже часть этого. Здесь музей Булгакова, Булгаковский дом. Вот там находится как раз та самая нехорошая квартира. Вот если подняться, то есть она не в этом подъезде, это уже музей, а она вот в том подъезде находится. И на самом деле, получается, мы в какой-то момент, а работала я вот там, верхняя часть, до сих пор это принадлежит музею, ну, собственно, фонду Петра Кончаловского, но сейчас там ремонт, ну, я не знаю, насколько он идет или не идет, но это квартира Кончаловского, художника, и он в ней жил, творил, наш известный авангардист, собственно. И закрыли на ремонт, потому что там еще второй свет и фонарь, и там начала протекать крыша, и, в общем, стало аварийно, и там огромное количество средств нужно для ремонта. Я надеюсь, что когда-то это помещение откроется, потому что это огромная любовь. Вот чуть ниже, тут, кстати, квартиры скульпторов Рукавишниковых расположены. А вообще, это удивительный дом, потому что там есть горизонтальный ход, вот тут вот. И мы как-то рояль перемещали из как раз булгаковской квартиры вот туда, в другой подъезд, по сути, потому что подъезд вот один, подъезд другой, да, вот как раз и был вечер, когда играли на рояле как раз в мастерской Петра Кончаловского. И я никогда не могла подумать, что, приезжая в это место, девочка, когда я играла в оркестре, потом в 2007 году я тут была, когда еще не закрасили первый вот этот вот подъезд, расписанный фанатами Булгакова, и что вообще я буду преподавать в этом доме, и потом, что здесь пройдет моя первая персональная выставка работ. Для меня это было каким-то важным знаком, что, наверное, я выбрала какой-то свой правильный путь, что я в окружении искусства, людей искусства, такой высокой классной культуры. И поэтому вот, правда, для меня это такое важное место. Кстати, тут есть легенда, что вот на квартире под как раз познакомились Есенин и Сидора Дункан на каком-то из вечеринок. В общем, здесь абсолютно весь дом — это одни легенды сплошные. И тоже, если вы никогда не были в этом месте, обязательно сюда приезжайте. Это очень... Здесь какая-то своя энергия абсолютно. Огромная поддержка от людей. Я помню, сколько пришло
зрителей. В общем, это было... Выставка была всего лишь, по-моему, 2 или 3 дня, а потом я поехала преподавать в Вену. Тогда я прям помню, что был у меня тур в Австрию. И прям сразу я с корабля на бал. Вот. И до сих пор это, конечно, очень теплые воспоминания. Да, я начала преподавать в Москве, вести мастер-классы, но когда у меня уже была персональная выставка, она была уже через 2 года, наверное, работы в Москве, я уже в Москву как раз вот переехала. Сколько? Я 7 лет живу в Москве. И тогда я уже преподавала, тогда еще не было онлайн-формата у меня. Я преподавала, начинающим и продолжающим, скажем так. Вначале это были совсем начинающие, кто даже... У меня были вопросы на мастер-классах. Я помню, молодой человек спросила, а как вообще, кисточку надо в воду макать или что с ней делать? И я понимаю, что вот это было совсем начинающие участники. Получается, что мои студенты отчасти росли вместе со мной, потому что... Когда я начинала, акварель только стартовала в России, и до этого просто не было хлопковой бумаги, никто не вывозил, никто не знал, что есть краска в тюбиках, была вот Невская палитра, кюветки и все. И вот сейчас они уже, конечно, очень крутые, все делают и тюбики, и цвета всякие оригинальные, но тогда это вот, да, начало такого становления, уже появился Калачева School, очень классные, да, стали развиваться проекты онлайн каких-то школ, и много студий. И мне кажется, я просто вот хорошо попала в это течение. И дальше меня стали также приглашать за границу. Первый мой тур, по-моему, это был 2017 год, и это была Англия. Сразу вот так. Киргизия, потом Англия. И, в общем, в итоге у меня вот на текущий момент 41 тур в более чем 20 стран, но большая часть из них это как раз вот 17-й, то есть конец 17-го, 18-й, 19-й. То есть за 2 года практически больше 30 туров я сделала, то есть это иногда 1 или 2 тура в месяц. В основном это были организаторы, которые приглашали меня на месте, иногда это были мои друзья, знакомые, которые организовали, например, свои компании, туристические, так скажем. А иногда это вот были, не знаю, местные прекрасные девушки, которые сами рисовали, или у них были свои студии, и они привозили художников. И тогда это было доступно, собственно, вот у нас сейчас так все усложнилось, но тогда, мне кажется, и билеты, и все, и мы просто ездили, рисовали, путешествовали, это было очень классно. И до 2020 года, собственно, так все активно продолжалось. На самом деле я поняла, что я выгорела в 2019 году, потому что, когда меня спрашивали, когда у тебя следующие выходные, я понимала, что через полгода. Это вообще не смешно, на самом деле. Это ужасно, потому что ты прям полностью себе не принадлежишь. Чтобы вот было, да, вот это понимание, почему это так сложно. Это действительно сложно просто по той причине, что ты не можешь даже заболеть. Ты не можешь отменить это все. Потому что, представляете, какой уровень ответственности? У тебя распланированы на год туры. Люди на них записались. Они оплатили не только тебе деньги. Они оплатили билеты, проживание. И это большие группы. И я поняла, что я туда начинаю ездить просто еле живая. То есть я в какие-то моменты, я собираюсь, все свои усилия, и я понимаю, такая show must go on, да, люди заплатили за вот эту Настю, и я не могу быть расстроенной. Я помню, что был такой сложный момент, их было несколько. Один был, когда мы в туре были в Сочи уже, я его сама организовывала. И я просто для того, чтобы было понимание, как это. И
звонят мне по телефону и говорят, что моя бабушка упала и сломала позвоночник. И одновременно звонят моему организатору, другу, и у него, к сожалению, умирает близкий родственник. И мы просто встали, у нас льются слезы. Мы поплакали полчаса, которое у нас было до того, как выйти на пленэр. И пошли на пленэр. И пошли дальше отдавать людям то, что они, зачем они приехали, что они хотели. И потому что ведь люди-то не виноваты в этом. Но здесь никто не виноват. Просто случаются такие события. Я это скорее рассказываю для того, чтобы было понимание, что когда ты планируешь так много туров, это не всегда про радость, это иногда про очень тяжелую работу и умение в этом во всем лавировать, находить энергию, находить силы. И я в 2019 году поняла, что я вот прям сильно выгорела. Все, я прям понимаю, что меня не хватает. И ковид меня спас. Ковид меня спас, и как раз я в ковид села дома и начала свои большие проекты. Я поняла, что мне интересно развиваться как художнику. Вот, не только как преподавателю вообще. Я вообще никогда не мечтала быть преподавателем. У меня это классно получается, и я знаю, что я правда хороший преподаватель. Я очень себя в этом направлении с собой занимаюсь, учусь, занимаюсь методологией. Но я понимаю, что вот исконные желания, да, это были про художника, про галерею, но мне просто нравится передавать знания другим. Мне не то чтобы вот прям преподавательская деятельность, когда все слушайте меня. Да нет, мне нравится делиться знаниями, и мне самое главное в этом, мне нравится, когда эти знания находят своего человека, когда он их берет. Поэтому для меня важно не просто ими делиться, а чтобы это вот пользу какую-то приносило. А когда я поняла, что часто вот эти туры, они сводятся только к тому, чтобы, некое развлечение получить. То есть это просто такое, что ты мне говорят, что ты заморачиваешься, Настя, ведь, люди просто приехали, как пиво попить, там, не знаю, вина, и в тур тоже, порисовать там какую-то работу, это вообще не обязательно, они время провести хотят, и все. И я понимаю, что этот формат, он имеет место быть, но это как будто бы не мой формат, это как будто бы не то, что я хочу донести, не то, что не про мои какие-то ценности внутри. Это неплохо, но не работало. Я такой позитивный очень, на самом деле, человек, в одной части себя. Но случаются моменты, когда ты понимаешь, что обратная сторона вообще не такая, как ты себе представлял. И случился тур в Киргизию, и это как раз был 2020 год. Мы его организовали, потому что у нас там отменился во время... 21 уже. Это была как раз 21 год. И я помню, как, к сожалению, это те обстоятельства, которые происходят вне зависимости от нас. Мы все заболели. То есть случилась вторая волна ковида. Не все. Но часть участников, в том числе и я вообще это не сразу поняла. Там вторая волна ковида, она была связана с желудком. И мы думали, что мы отравились. И там нужно было поехать... Конец тура был под пиком Ленина. То есть безумно красивые места, там горы, все. И мы туда едем. Я понимаю, что я с утра себя чувствую уже не очень. Что мне прям прям тяжело. Но я думаю, нет, надо. Люди же приехали, последний пленэр под пиком Ленина, классно. И я вообще сейчас уже как-то пересмотрела, наверное, свою ответственность внутри этого, и я понимаю, что, наверное, забота о себе была бы важнее. Но тогда мне показалось, что какое-то самопожертвование будет, наверное, правильным. И я поехала, и мне стало уже плохо. А на высоте, если вы знаете, там происходит так, что все процессы метаболизма идут быстрее. И мы поднялись, это уже где-то 3800 было. Мне меряют сатурацию, она 80. И так прикол в том, что врача, который должен был спасать, в общем,
там всех альпинистов восходящих, его эвакуировали днем ранее со всеми медикаментами. И получается, что медикаментов на высоте нету. И нужно меня везти обратно в Ош, обратно, в общем, спускать. И я помню, когда меня повез наш водитель в большой машине в «Газели», вся группа осталась наверху, большая часть группы, точнее, потому что кто-то уже там тоже сказал, что он не поедет туда, и организаторы нашли какую-то замену по отелям. Это тоже важно, вот, потому что в итоге, вы сейчас поймете, к чему я. И меня вез водитель. Я помню, что я потом ему подарила картину. И я первый раз видела, как большой взрослый мужчина плачет. Потому что он меня вез, я лежала на заднем сиденье, у меня была 41 температура. И медикаментов никаких не было, меня ломало, выламывало тазовые кости, и я молилась. Я первый раз, наверное, молилась, что если я доеду, я вообще книгу напишу. Надо обязательно это сделать. А он мне периодически кричал, и в какой-то момент у него заглохла машина на каком-то перевале, а он мне кричал, а я не отзывалась, потому что меня отключало. И он говорит, я ехал, я думаю, я тебя довезу или не довезу. Ну, то есть я понимала, что вот все, может сейчас это все оборваться. И, к сожалению, в Оше не было каких-то возможностей подключить там к аппарат. Ну, в общем, с медикаментами очень плохо было в Киргизии на тот момент. И я застряла там на 2 недели. В этот момент у меня пошла... Ну, то есть я почти месяц провалялась в Оше, потому что у меня из-за ковида, так как мне пришлось его переживать без медикаментов особо, да, кровь ушами шла. У меня шла кровь, и лететь мне нельзя было, потому что иначе было бы возможно кровоизлияние в голову. И в этот момент, а если вы помните мой рассказ, у нас не случился один пленэр. Один. И часть моей группы, сейчас я думаю, что это было от страха, но тогда для меня это было супер травматично. Они начали писать, а компенсация будет? А когда Анастасия нам не додала один мастер-класс, она его нам не провела. Когда будет компенсация и что нам, в общем, за это будет? И я это читаю в общем чате, лежу с очень высокой температурой, у меня льется кровь из ушей, и я понимаю, что, возможно, компенсировать некому будет через пару дней. И мне стало так горько и обидно за себя, что как будто бы я функция, как будто бы я выполняю какую-то, развлекательную роль, что вот вроде как, так, вот ты не развлекла нас достаточно хорошо, нет, вернись, либо деньги верни, либо приходи развлекать. А где вот эта грань? Я понимаю, что все испугались и многие заболели. И я понимаю, что организаторы сделали все. Мы вообще на этом туре не заработали ничего. Я вышел огромный минус, потому что все там средства пошли на компенсации возможные там проживания, отмен, других броней, которые были неотменные. Но дело даже не в этом. Вот в этой моральной стороне где-то граница человечности. Когда мы забываем, что человек, который что-то делает, помимо того, что он оказывает услугу и получает за это деньги, он еще просто человек, что он тоже может заболеть, что ему может стать плохо, что он обычный, как и все. И тогда у меня случился переломный момент, наверное, в моем преподавании. Я поняла, что на какой-то момент я не хочу больше преподавать, потому что мне сложно было сталкиваться с людьми. Я как будто бы после этой травмы для себя воспринимала участников, что они на меня смотрят вот как на кусочек еды, а не как на полноценного человека со своими интересами. Что если я им не выдам тот продукт или не дам то, что они хотят, то вот будет такое, а где? В смысле? А я там чуть не умираю. То есть я чуть не умерла.
И мне потребовалось время, чтобы перестроиться, чтобы понять, что, возможно, дело просто в том, что не для всех, не со всеми людьми я могу выстроить эти комфортные взаимоотношения, что, наверное, мои люди и моя аудитория более чувствительная, более эмпатичная, они меня поймут, и будет другое, возможно, отношение. А входя вот в эти бесконечные туры, это всегда очень часто были новые люди, с которыми ценности, возможно, никак не соприкасались. И они это реально воспринимали как, ну, вот как туроператор. Ну, в смысле, я же заказал, что у меня 5-звездочный отель, вот там еда, вот там вот это, вот там вот это. И они с этой стороны абсолютно были правы, да, но это моим ценностям никак не откликалось. И с того момента я стала очень сильно фильтровать публику, с которой я работаю. Сейчас у меня клуб, и это просто невероятно душевные люди, которым я помогаю двигаться в своем творчестве. Я понимаю, что вот они настроены на вот эту коммуникацию, и они, ну, такие чувствительные, бережные. И именно для людей, у которых есть большая благодарность за то действие, которое я в их сторону делаю, я для них вообще на все готова. Вот. И мне хочется отдавать. Когда это, наверное, обоюдная такая вещь, это очень, ну, это и согревает, это и двигает вперед. Когда я вижу эту радость, и я вижу, что я вижу человечность, я вижу понимание, да я готова вообще очень на многое в ответ. Вот, наверное, так. На самом деле, мне иногда задают вопрос по поводу того, что почему я не делюсь или не рассказываю какие-то моменты из там своей личной жизни. Я вообще, кстати, очень сильно оберегаю и вообще про семью свою не рассказываю, и про близких, и как это вообще все у меня. Но как будто бы, когда ты ведешь публичный образ жизни, с какого-то момента я стала понимать, что мне хочется что-то оставить себе. Ну вот что-то, где я могу быть вот этой вот простой Настей Кустовой из Калуги. Я вообще стараюсь по максимуму быть собой всегда, это 100%, но иногда мы же тоже надеваем какие-то социальные маски, там, вот, преподавателя, да, там, или художника, и мы определенным образом все равно чуть-чуть меняемся, да, и в какой-то момент я даже, кстати, стала обращать на это внимание, что не я же сама эту маску создала, иногда ее создает как раз окружение вокруг тебя, когда я помню, что был Нью-Арт-фест в горах, и тогда приезжали художники, даже вот еще со всего мира, там и Алекс Хилкурц, мой друг, приехал, в общем, очень много. И я помню, что я выходила, думая, как сейчас я проснусь и вообще дойти до покушать, там, не знаю, где-то в кафе, но так как вся олимпийская деревня была в художниках, так скажем, все приехали на фестиваль, и все тебя знали, и я понимала, что мне нужно сделать там 10-20 фотографий, пока дойти до этой еды. Я тогда первый раз столкнулась с этим узнаванием. Для меня было это очень непривычно, и как будто бы эта часть мне до сих пор не нравится, если честно, вот, потому что мне часто очень важно, чтобы во мне видели, меня из, просто меня, как человека, и не придумывали каких-то дополнительных сверху вещей, чтобы просто было уважение, просто человеческое, обычное, потому что мне кажется, что как будто бы какой-то пиетет там, не знаю, возникает, что вот она художник. Я помню, на какие-то пленеры было так, что ой, а можно вас обнять, и вы там из телевизора, как будто бы все. Я очень простой человек в общении, и я, допустим, не буду обнимать другого просто не потому, что он какой-то там особенный, а из уважения к его личному пространству, только поэтому. И поэтому я вот всегда тоже как-то
стараюсь этого придерживаться. Но вот личную жизнь я из этого поля прям сильно убрала, потому что я поняла, что не у всех людей есть вот это токсическое ощущение личных границ. Что не потому что я какая-то там особенная, вот, а просто потому что, ну, я незнакомый человек для вас или для них, да, для кого-то. Вот я незнакомый человек. И в какую-то вот эту зону моего комфорта я уже туда не пускаю незнакомых для себя людей. В какую-то рабочую зону, да, а вот в зону личной жизни нет. И вот я понимаю, что мы все прям, конечно, разные в этой сфере, но для меня это важно. Поэтому я часто не делюсь и какими-то переживаниями связанными или какими-то событиями. Во-первых, потому что я понимаю, что я могу замесить туда, не хотя того, тех людей, которые, ну, тоже как-то в этом участвовали, поэтому я стараюсь очень быть с этим осторожной. И я понимаю, что можно быть особенно в текстах, особенно в написании каких-то там постов. Я перечитываю их по 15 раз, чтобы быть правильно понятой. Но, к сожалению, опять же, так как мы все разные, восприятие вот этих зон и информации очень разное, я действительно чувствую, что я могу быть, ну, вот, неправильно понятой, и так происходит. Поэтому вот это мои 10%, как бы, с одной стороны, свободы, с другой стороны, быть на публике. Ну, я не совершенный человек вообще, я ошибаюсь и делаю какие-то вот иногда более импульсивные выпады, но я очень рада, что вот в целом, если смотреть на картинку в целом, а не пытаться меня расчленить на какие-то составляющие, я думаю, что вы сможете тогда какой-то сложить общий, не знаю, общее впечатление, общий образ обо мне, ваш собственный. Вот. Поэтому я стараюсь рассказывать. Но для меня большой ценностью является то, что я делаю. И я хочу, чтобы меня, ну, как бы оценивали именно по моим делам и по моим, да, каким-то человеческим качествам, а не по тому, с кем я там общаюсь, встречаюсь, что я ем или что-то еще. То есть вот это, наверное, такой важный для меня момент. Я вообще в этом году думала, что я буду продолжать серию с металлом. Ну, у меня есть идеи, у меня уже там прям целый план есть. Но иногда так бывает, что какие-то работы, ну, какие-то жизненные ситуации, вообще все, что происходит, оно диктует совершенно другой план. И я села рисовать, и я поняла, что у меня такой телесный проект рождается про сложные чувства. Я его так и назвала «Сложные чувства». Когда, ну, легко говорить о каких-то таких более понятных чувствах и эмоциях, там, радость, грусть. У нас вообще любят делить все на черное и белое, но если посмотреть там таблицу эмоций, вообще их огромное количество, они делятся там на разные, да, спектры. И я поняла, что по большей части, ну вот и я такой сложно сочиненный человек иногда бываю, не всегда, но иногда я чувствую очень много эмоций, ощущений сразу, и стараюсь и учусь их как-то тоже отделять и разбираться с ними, но тем не менее такие чувства, как, я не знаю, благодарность, когда это страсть, да, какие-то, не знаю, ностальгия. Это уже сложные чувства. Их нельзя объяснить, как радостное оно или нет. Да? То есть вот на позитивное и негативное, ну, допустим, ту же ностальгию очень сложно разделить. То есть, с одной стороны, мы сожалеем как будто бы о прошлом, и там есть сожаление. С другой стороны, это ностальгия с ноткой чего-то радостного. И я вот стала как-то цепляться за такие ощущения. И та же страсть, да, вот у нас иногда может быть в момент страсти даже больно, но иногда это, да, это какой-то такой прилив энергии. В общем, я начала думать над этим и работать с положением рук. И ключевое, кстати, в этой серии то, что в зависимости от положения руки меняется эмоциональная составляющая. То есть я начинаю ее как бы крутить, и вот эта эмоция, то есть от какой-то
желание зацепиться, да, может быть, даже какого-то, да, отчаяния, собственно, переходит уже в совершенно другое. То есть для меня здесь вот эта работа, да, она про какой-то момент страсти, какой-то момент, когда, да, ты, может, по простыне проводишь рукой, да, и вот. Но насколько, меняя положение, меняется совершенно вот это ощущение. И у меня родились такие работы, может быть, они будут продолжаться. Вот это тоже, то есть, с одной стороны, это опора на себя, возможно, да, с другой стороны, это вот так можно увидеть какую-то самоподдержку, то есть самообъятие, иногда может быть, да, какое-то состояние, когда нам непросто, тем не менее, а так, как будто бы мы что-то наоборот поддерживаем, да, что-то вот держим, и это совсем другие, такие тончайшие эмоциональные ключики, которые даже невозможно определить, определить и объяснить словами за секунду, но вот эта эмоциональная составляющая отвращения, она меняется. Вот здесь, это, наверное, третья работа. Тут тоже от такого как будто бы поддерживающего легкого поглаживания по голове, да, до ощущения, когда мы закрываем лицо руками, когда уже страшно. То есть от состояния спокойствия и поддержки до какого-то даже, ну, то есть вот совсем-совсем меняется чувство. И вот тут тоже вот эта работа за моей спиной, она как раз про самоподдержку. И тут одна фигура, да, она вот в такой позиции, а вторая наслаивается на нее, и она стоит, расправив плечи. И мне в этот момент вообще захотелось нарисовать какую-то работу, ну вот, с минимальным фоном, потому что вокруг столько много всего, столько много деталей, столько много происходящего, что как будто бы, ну, это мой такой авторский минимализм, то есть когда я даю свободу и пространство каким-то внешним мыслям. И если смотреть мое творчество и на работу в серии как раз «Собственное я», где одна из работ под фольгой, да, под листом металла находится человеческая фигура. И эта работа называется «Уязвимость», и она про то, что нам иногда хочется, чтобы у нас была внешняя защита, внешняя какой-то опора, и мы уже во взрослом возрасте в такую позицию ребенка вступаем, мы там находимся, но снаружи нас никто не защитит. Вся сила, она в нас. И вот сам человек, он уже решает, будет ли он сильный, примет ли он свою собственную силу и сорвет, скажем так, эту мнимую защиту и двинется вперед, либо он так и останется как бы скрываться, да, быть под каким-то покровом. И вот эта серия, это как бы продолжение на самом деле, очень логичное тем работам, потому что здесь я, можно сказать, показываю какую-то обнаженную уже. То есть человек принял свою силу, вышел из-под вот этой мнимой защиты и, несмотря на свою уязвимость, обнаженность своего тела, своей души, принял, что сила как раз вот в этом взаимодействии с собой, только будучи искренним самим собой, будучи принимающим себя, можно обрести свою собственную силу. И поэтому вот эта работа также в серии, здесь две фигуры переплетаются, девушки. Для меня она вообще про соединение художника
в детстве, и меня как взрослого художника, она про соединение внутреннего ребенка и уже взрослой женщины, потому что, конечно, я начинаю замечать, сколько времени вообще проходит уже в моей жизни, как время бежит, и что уже иногда сложно понять, что ты уже стареешь потихонечку, и тебе, конечно, все равно уже не 20. Понятно, это все относительно, и обычно там люди более взрослого возраста мне говорят: да что ты там знаешь, в общем, об этом. И они тоже правы отчасти. Но в целом изменения мы не можем их не наблюдать. И переход в новые там этапы жизненные, то есть я уже понимаю, что как бы, ну, я уже не юная девочка, это тоже. И вот это принятие себя в разных своих ипостасиях женских, оно тоже для меня оказалось, наверное, таким важным. И я вижу, что это то, что находит отклик и у людей в целом, потому что это то, что проживают многие другие женщины тоже. А про художника, да, это отдельная история, потому что действительно многие мои студенты не разрешали себе в детстве быть художником. И нам всегда говорили: ну что ты там... Мне вот в семье этого не говорили, но я слышала это от окружающих, что художник — это не профессия, что нужно какую-то правильную профессию иметь. И в итоге очень многие забыли о своей этой мечте на долгое время и вернулись только уже там, кто-то после, там, кто-то в 30, да, кто-то с декретом, кто-то вообще и в 40, и в 50, и в 60, и больше. И мне кажется, никогда не поздно. Мне кажется, никогда не поздно обнять себя, вот своего там ребенка внутри и сказать, что я в тебя верю. Да, уже очень сложно дождаться того, чего не хватило в детстве, чтобы в нас поверили наши самые близкие люди. Иногда это не происходит, но мы можем в себя поверить сами. Вот. И я тоже в каких-то вещах, не во всех, стараюсь себя как-то, ну, подсобрать, дособрать, долюбить. Вот. И здесь мое творчество, это мои рисунки. Мне было 3 года 10 месяцев, то есть можно сказать, что сейчас я практически в 10 раз старше, чем та Настя, которая рисовала эти рисунки. И для меня мама сохранила их, больше сотни моих рисунков. Она как-то очень это ценила, хотя потом не всегда, не всегда она думала, что я стану художником. Вот. Но на тот момент вот мое творчество, слава богу, что она, правда, это сохранила. Для меня это очень важно. И я решила их добавить потому что мне показалось, что это вот как раз то самое единение. Как будто бы я рисую эту работу вместе с самой собой, но которой вот 3 годика там, и которая вообще понятия не имеет, какая жизнь ее ждет впереди, какой путь у нее будет. Она еще просто мечтает и фантазирует, и у нее какие-то вообще свои, может быть, где-то наивные, но точно искренние детские желания. И мне хотелось, если бы была возможность поговорить, вот обнять себя в прошлом и поддержать. По сути, эта картина вот про это, про возможность каждого из нас поддержать себя и ценить даже какие-то небольшие свои порывы, которые, возможно, потом, ну, творческие, конечно же, которые потом вот станут чем-то важным, потому что, ну, действительно, мы же этого не знаем. И вот тут работы, такая серия, это вообще мой топ, моя любимая работа. «Абракадабра курит» она называется. Вот, я назвала причем эту работу, мама спросила, как называется работа. У меня в семье, кстати, никто никогда не курил, и это очень тоже забавный момент, потому что я его поняла, когда нарисовала вот эту вот работу, повторила здесь, потому что «Абракадабра курит», и она такая прям, я считаю, это вообще шедевр, потому что, ну, это, и вообще еще придумать название, почему она курит, у нее как будто 2 глаза, но вот тут вот как будто бы, да. И я вспомнила, что я получила первый приз в Индии на международном фестивале акварельном «Олимп-арт», собственно, в категории, то есть у меня золотая медаль.
вот, в категории фигуратив, где я рисовала курящего мужчину. Ну, то есть вот он курит и отправляет какую-то мысль в небо. И это как будто бы как-то символично соединяется. Я помню, кстати, меня прям захейтили тогда, потому что мне стали писать, что я пропагандирую, короче, ну, вот, нездоровый образ жизни. Я об этом абсолютно не думала. Мне хотелось просто... Ну, во-первых, меня заворожили эти клубы дыма, и технически мне было это интересно очень воплотить. Но вот полгода, наверное, даже больше я получала, значит, гневные, что вы же, Анастасия, дети смотрят на творчество, вы же будущее воспитываете, как вы можете, в общем, рисовать такое вот. Ну, а для меня это было очень интересно, и, конечно, это было про какие-то другие чувства. Я старалась видеть в этом, наверное, что-то такое свое. И вот мое оправдание перед всеми теми, кто мне тогда хейтил. Смотрите, я в 3 года 10 месяцев рисую курящую абракадабру. Это всегда было со мной. Я не знаю почему, но вот оно как-то так, видимо, соединяется. Вот. А здесь мы едем в деревню, в Вологодскую область, деревня Великий Двор с моей семьей. И вот там бабушка полощет в огромном озере. Значит, она белье стирала прям в озере. И тут озеро, и мой дед, он ловил рыбу и ставил вот эти вот селки, вот там вот вот там нарисованы, да, вот эти моменты, как это, ну, телевизор мы ставили или что-то такое, чтобы вот куда попадала рыба. И как раз я рисую вот, значит, эти удилища с рыбой, и вот мы объезжаем на лодке красной вместе с дедушкой все эти места, проверяем, не поймалась ли там щука. Вот. И это большое озеро, а бабушка большая фигура такая, вот, потому что тем временем, значит, стирает там белье. Потом там такие какие-то РСФСР и космонавты, ракеты, и тоже какие-то, ну, вот эти мечты, наши, не знаю, какие-то представления о мире. Но я могу сказать, что я, во-первых, помню себя, когда я это все рисовала, а во-вторых, что, может быть, я и не сильно ошибалась в каких-то своих вещах, когда это создавала. В конце концов, наверное, творческий человек – это тот человек, который старается, наверное, отмечать в этом мире очень много нюансов, больше видеть и видеть какую-то такую глубину, и иногда находить радость даже там, где ее нет. Вот. И стараться, как минимум, я вообще не считаю, кстати, что прям искусство – это про радость, вообще нет. Но я лично пока всегда в радостном состоянии создаю все свои работы, я стараюсь это делать, для меня это важно лично, хотя абсолютно не обязательно. И мне кажется, что вот художник в соединении со своим внутренним ребенком начинает шалить и что-то такое, ну, придумывать, то, что, возможно, никогда бы не придумал из своего взрослого. Ну, наверное, да, я могу сказать, что вот если начинать, да, с моих 3 лет, когда я понимала, что я очень люблю рисовать, потом я рисовала в школе вообще на уроках ИЗО всем. Ну, то есть я за всех это ИЗО делала, до сих пор помню, за какие-то пирожки. Вообще у меня, кстати, талант к каким-то вот таким вещам сразу проснулся. У меня достаточно, более чем обычная семья, и, к сожалению, каких-то финансами мы не располагали. И чтобы как-то купить себе пирожок, в школе я вязала там из бисера какие-то фигурки, а бисер там был старый бабушкин, там все, и вот я их делала там и продавала там по рублю, по 2, как раз мне хватало на пирожки. И то же самое было и с картинами, которые я рисовала. Вот первые продажи, да? Вот. И как-то, ну, помогала. Что делать? Ну, во-первых, кто-то мне помогал с чем-то, а я помогала там, где у меня получалось. Вот. И потом я как-то про это все забыла. Ну, то есть у нас навык и есть. Ну, вот, и все, и хорошо. И в университете потом я стала рисовать на заказ портреты.
Потому что я хотела тоже на вторую вышку, ну и в целом стипендия какая-то была, ну, деньги нужны были. И это очень сильно мотивировало что-то делать. Вот, и поэтому я рисовала, ну, наверное, там было и штук по 10 максимум, конечно, ну, много было портретов в неделю, ну, то есть я прям много рисовала. Мне кажется, что сейчас, если вдруг у вас есть мой портрет из 2006-2012 года, то есть 6 лет, вот, напишите в комментариях, я знаю, что у многих они есть, и это очень приятно для меня будет. Вот. Я начала со своих друзей, потом друзья стали заказывать друзей, это было сарафанное радио, все друг друга, значит, пока я, мне кажется, полкалуги не перерисовала, я не успокоилась. Это, кстати, моя практика, которая мне очень помогла в рисовании людей, но я в какой-то момент возненавидела рисование людей, честно говорю, потому что на заказ было так: нарисуй меня красивой. А мне нравятся все вот эти вот морщиночки, какие-то нюансы лица и так далее. Я не могу залезть в голову психологически там у человека, что ему не нравится в себе. И я рисую, думаю, боже, какой красивый нос, какой красивый. Я с таким удовольствием это все выписываю. И я приношу человеку, он говорит: так что мне такой нос-то страшный нарисовали, вот который это, я свой нос не люблю. Я думаю, понятно. То есть самое красивое, то, что я отмечала, человек вообще в себе может там не любить. И когда вот таких вот, ну, моментов их стало много, я поняла, что, ну, вот пока что-то я не готова, надо бы это отложить, потому что, ну, как-то я столкнулась тогда первый раз, наверное, с вот этим непринятием себя и вообще вот этой человеческой частью. Я поняла, что, ну, да, люди себе не всегда нравятся на своих фотографиях, как, собственно, они могут себе нравиться еще в прочтении художника. А художник, он в любом случае видит человека, как вот любой даже фотохудожник, скажем так. Если мы говорим не простая фотография, а фотохудожник, конечно же, тоже по-особенному. Меня снимали разные люди и разные профессиональные фотографы, и я тоже далеко не всегда себе нравилась. То есть кто-то меня снимал так, что я как будто лет на 30 старше, то есть там прям все подчеркнуто. А кто-то меньше, но надо тоже вот это вот как-то понимать, что это тоже все, наверное, я. Вот. И в итоге я просто рисовала для себя. Я после школы поступила в Бауманский, и в итоге я закончила Бауманский с красным дипломом. Ну, как бы, это не значит, что там все пятерки, как бы четверок, то есть там 20% четверок, у тебя красный диплом. Но это просто для тех, кто думает, что это там типа 100% надо прям... Нет, я вообще... я помню, что меня не сильно любили в деканате из-за этого, потому что я всегда сдавала все вовремя, и у меня всегда были хорошие оценки. Но если смотреть по прогулам в журнале, у меня прогулов было больше, чем у тех, кого отчисляли из моей группы, потому что я была администратором факультета по студ-весне, студ-осень, все эти КВНы, директором лагеря студенческого ездила, и, в общем-то, меня практически не было. Единственное, что меня оправдывало вообще в университете, это то, что я хорошо училась. И я поняла с того момента, что если что-то делаешь хорошо, ну да, вот может как-то вот что-то где-то может быть и проститься. Вот. В целом, я после университета, точнее как, курса, наверное, с 3-го я пошла работать уже на завод. Последняя моя должность – это проект-менеджер по производству коробки передач для механической коробки передач для грузовиков Volvo. Вот. И в целом, но я проработала, значит, вообще я конструктор режущего инструмента по образованию. И вот зуборезные фрезы, и вообще, если кому-то интересно, я проговорю, но, может быть, кто-то узнает и услышит себя. Вообще моя специализация – это именно зуборезное дело и зубчатые колеса, производство, и большую часть моей специализации я работала с коничками, с круговым зубом для метровагон-маш, для сложное достаточно производство, это вал шестерни и, собственно, ответная деталь, и это мы производили, то есть я занималась как раз
обработкой вот этих коничек, то есть расчетами. Сначала я была как конструктор, потом работала технологом уже и ведущим специалистом вот по зуборезке, когда ты делаешь подготовку производства, когда ты рассчитываешь, вот приходит тебе заказ на какую-то шестерню, на какой-то ряд, и ты идешь смотреть на производство. Ага, сколько нам надо станков? Ну, там, допустим, чтобы нарезать круговой зуб, нужно там 5 станков, там черновая, чистовая, правая, левая сторона и две шлифовальных операции. Это только для нарезки зуба. И дальше там пятно контакта, которое ты соединяешь. В общем, я могу об этом на самом деле часами разговаривать и рассказывать. И я еще какое-то время консультировала, потому что моя специальность очень узкая. Я училась у Баландина Анатолия Дмитриевича, он в свое время учился у Грановского. В общем, это такие мэтры зуборезного дела. И когда слышали, у кого я училась, всегда мне, собственно, говорили, что да, мы вас очень хотим видеть на работе, потому что это большая математика, это программирование в том числе, и ты рассчитываешь. То есть ты не можешь как бы понять, вот у тебя есть заказ, он стоит там несколько миллионов рублей. И вот тебе надо создать свое экспертное мнение, можем ли мы на том оборудовании на заводе, которое есть, обработать. И если не можем, то есть если можем, то при какой, и рассчитать, сколько будет стоить подготовка производства. То есть подготовка производства, сколько нам надо миллионов, чтобы сделать всю оснастку, есть ли у нас резцы подходящие, нужно ли нам их закупать, проходит ли у нас там по размеру на станок все это и так далее. И потом ты пишешь, я работала тогда, у меня был главный технолог, под началом главного технолога, ну, как все ведущие специалисты, и, собственно, я писала, что да, мы можем обработать, столько-то стоит, столько это, и он уже дальше там решал, принимал свое решение. Но это было очень достаточно, ну, такая ответственная должность, и я эту ответственность брала на себя. Это важно, на самом деле, для моего рассказа, потому что очень классные люди мне в тот момент встречались, и у меня был собственный кабинет личный. На самом деле мне было это немного лет, но так как действительно, во-первых, узкая специализация мне помогла, плюс я всегда очень много училась и очень много работала, занималась этим. И мне сделали, значит, у меня был кабинет, и от нагрузки, которая в итоге у меня там получалась, я просто закрывалась даже, и мне было очень тяжело, я иногда плакала там. Вот, потому что ты приходишь, у тебя ответственность, были такие случаи, например, что ты приходишь, тебе звонят, говорят: Настя, надо в цех, Кустова туда. Ты прибегаешь, а там стоит начальники цехов, куча народу, все там, чуть ли вплоть до директора, потому что я когда-то, там 3 месяца назад, написала бумажку, что мы можем произвести эту деталь. И все стоят и говорят: ну вот рабочий, и он говорит, что мы эту деталь сделать не можем. А я понимаю, что я же с ним разговаривала до этого, и я его спросила: проходит? Но он говорит: проходит. Все это, то есть все я посчитала, паспорт станка, все по размерам проходит. Оказывается, как бы, а он мне, то есть это же сложно, ты молодая девчонка, что ты там, как бы. И он мне такой, что ты тут мне, мы не можем этого сделать. Соответственно, все на тебя поворачиваются, а как бы заказ уже взят предприятием, это многомиллионный заказ. Типа, мол, что ты вообще будешь сейчас делать, что ты нам предлагаешь, потому что из-за тебя мы сейчас тут встряли. И вот это вот умение, наверное, отстаивать себя в этой ситуации, потому что я же помню, я начинаю приводить все доказательства того, что, собственно, мы это произвести можем. И в итоге оказывается, что рабочий просто
там есть подходящая оправка на станке, но он забыл, где она находится, и ему не очень хотелось, собственно, туда идти, это все поднимать. И он думал, что... Он же не знал, на каком уровне этот вопрос решается, и он думал, что если сейчас он как бы скажет, что этого нету, и он вообще не знает, от него все отстанут, и делать это не надо будет. И, наверняка уже много лет так прокатывало, потому что, собственно... Это было явно такой... Ну, то есть это, скорее всего, он уже так, конечно же, делал, и это срабатывало. Но тут вот со мной не сработало, и я понимала, что часть каких-то рабочих меня очень любят, а часть меня прям люто ненавидит. Вот это тоже был момент. Но какое-то становление характера, вот я очень благодарна своей инженерной работе, потому что уровень ответственности, который на меня, ну, тогда был, мне было там 24, 23, и было огромное количество там и людей, и подпроекты, начальники, директора внутри проектов участвовали, и всем этим приходилось управлять. Я, конечно, иногда я не выдерживала, и вот в один такой прекрасный момент, идя по своему коридору, а у меня в кабинете висела картина моя, нарисованная пастелью, розы, как сейчас помню. Но никто никогда не спрашивал, моя это картина или нет вообще. Ну, висит и висит, кому вообще дело? И напротив меня сидели технологи. И один из технологов, Таширов, его фамилия, он такой, его вообще все боялись. Он такой прям огромный, такой очень громогласный человек. И он меня всегда выходил такой, один раз он подошел, он говорит, это же твоя картина? Я говорю, моя. Он такой, ну, понятно. И оказалось, что он вообще самый в Союзе художников и потрясающий художник. Но вот так сложилась жизнь, что он отложил эту свою карьеру, ему необходимо было... зарабатывать на тот момент вот инженерии. И он вот прям всегда ходил и спрашивал меня, как творчество? Я говорю, хорошо. Как творчество? Я говорю, хорошо. И в один прекрасный день, когда я уже вот после таких совещаний, общений, вот этой ответственности, всего, я была настолько уже в очередной раз, я думаю, сейчас я пойду и поплачу в свой кабинет, чтобы потом через 10 минут выйти и снова быть бодрячком. Он меня такой спросил тоже в очередной раз, как творчество? Я говорю, никак. И я помню, он открыл дверь, он прям меня туда запихнул, закрыл за собой дверь и говорит, сейчас, ты знаешь, как бы жизнь одна, если тебе Бог что-то дает, как дар, а ты им не пользуешься, но потом очень сильно возвращается тебе. И я, наверное, вообще не сразу поняла, что он имеет в виду. Потом мы с ним долго разговаривали, и оказалось, что он тяжело болел, и только благодаря творчеству победил свою тяжелую болезнь. И потом, спустя какое-то время, я уволилась с завода, и это было под Новый год, и 12 января я забрала все документы, а потом мы через год, наверное, встретились случайно, и он говорит, я, конечно, в этих соцсетях ничего не понимаю, но у меня дочь на тебя подписана, вот, ты рисуешь, я вижу, молодец, я знал. И я понимаю, что мое решение, оно не было связано на 100% с тем случаем, но во многом я тогда задумалась, а что я делаю где-то для себя? Потому что в какой-то момент, конец моей карьеры, я уже перестала, инженерной, я перестала уже вот там быть на станках, внедрять детали. Мне безумно нравилось запускать оборудование, мне нравилось видеть результат своего труда, первую годную деталь, когда мы запускали, это вообще потрясающе.
Я стала сидеть уже, перекладывать бумажки и отчитываться перед директорами. То есть я стала только на совещания ходить, бесконечные совещания. Мне звонили там шведы, я ездила в Швецию под Новый год, не под Новый год, то есть все. И у них там другое время, и я на работе с 8 утра до 8 вечера, то есть 12 часов на работе. Я когда увольнялась, у меня было 2 месяца неотгуленного отпуска, то есть я 2 года не брала отпуск практически, то есть без выходных, я выгорела невозможно там. Мне уже ничего не хотелось, и я поняла, что творчество – это, наверное, то, что может меня как-то в этом поддержать. И я вообще не рисовать-то ушла. Я параллельно занималась ювелирным делом. И вот это вот и горелочка тут у меня, вот все. И я делала много украшений, потому что это мне помогало. У меня тремор рук наследственный, определенная история. И когда я играла на домре и играла в оркестре, это очень нивелировалось, потому что мне нужна мелкая моторика. А когда я перестала, я поняла, что я в какие-то моменты волнений я могу в стакан выронить. И я когда пошла к невропатологу, он говорит: вам нужна мелкая моторика, вы должны работать пальчиками, что-то вот такое делать. И я думала, что? И сначала это была керамическая флористика, потом стало ювелирное искусство. И я потихонечку абсолютно сама, какие-то мастер-классы, что-то подглядывала, я начала делать украшения. И меня позвали, получается, я увольняюсь в январе, меня в марте зовут в Словению преподавать ювелирное дело. Я туда приезжаю, и я вижу художников. Я вижу вообще разных творческих людей. Меня тогда это просто поразило. Взрослые дядьки, которые делают открытки. И вот он на мастер-классе рассказывает, как красиво делать открытки. Ему я думаю, неужели так можно? И он выглядит потрясающе счастливым. Я после этой загнанных лошадей пристреливают. Вижу это. И такая, а может, это то, что мне нужно? Я наблюдаю, там был один художник, один только человек, он был рисующий акварелью, Дирк Шмидт, и, по-моему, он, боюсь ошибиться, но он в шминке компании каким-то важным человеком работал точно на тот момент. И я вижу, он открывает этот набор Винзор и Ньютон, садится на пленэре, берет белку огромную с французским креплением. Тогда мне казалось, что французское крепление, это, значит, кисточка испортилась, и поэтому ее перевязали, просто попытались ее склеить. Это какой 15-й год, что ли. И я вижу просто счастливых людей вокруг, что они делают какое-то дело, получают результат своего труда, и у них получается. А я абсолютно мертвый, выгоревший человек на тот момент, по-своему, который пытается найти какую-то опору. Естественно, в ювелирке он ее находит, но эти все какие-то моменты, совпадения, они меня привели постепенно к этому. И я возвращаюсь, и я начинаю рисовать акварелью. То есть я покупаю первую бумагу в Калуге. Это была вообще абсолютно какая-то непонятная бумага, я уже сейчас даже и первые, наверное, даже 2 года я уже преподавала, у меня на хорошую бумагу не было времени. Это сейчас я говорю, если у вас есть возможность, покупайте, пожалуйста, себе хорошее. Но это как купить качественную одежду. Если есть возможность, купите из хороших материалов ее. Не надо 10. Тогда у меня просто возможности не было. Я себе старалась потихоньку. Я что-то продала здесь, купить здесь. И потихоньку. Это долгий был рост, долгий этот путь. И потом уже потом меня позвали в преподавание. Как сказать, опять, когда я говорю, это был долгий путь, и мне говорят, конечно, то есть долгий путь, значит, ты там ювелиркой занималась, потом, значит, рисованием, потом год рисовала, сразу тебя пригласили преподавать, и какой же это долгий. Но, честно говорю, для моей динамичной жизни, для меня это достаточно долгий уже путь. Для кого-то и 5 лет это не срок.
когда я к чему-то готовлюсь месяц или там полгода, для меня это огромное время. Я как маленький ребенок в этом смысле, для которого, не знаю, несколько часов посидеть, это уже вот столько времени. И для меня вот этот процесс времени, я его измеряю совсем по-другому. Я вот за 7 лет, каждые 7 лет я меняю свою жизнь полностью, потому что я достигаю определенного какого-то своего карьерного там, пика, уровня, и я понимаю, могу я двигаться в этом дальше или не могу. Если я не могу, то я просто туда не иду. Потому что в инженерии, ну, собственно, в последняя моя должность, у меня мой начальник на 6-тысячном предприятии был, ну, зам генерального директора, был непосредственно мой начальник. То есть, как бы вот в том плане, что, естественно, наверное, есть куда расти, но уже какую-то карьеру я построила, и когда я туда дошла, я поняла, что там тоже какой-то бардак, и, в принципе, тоже не все так гладенько-ладенько, хотя Мушкину Борису Зиновьевичу я до сих пор очень сильно благодарна, лучший мой начальник. Вот. И на самом деле мне стало интересно что-то новое открыть. И вот тогда началось рисование. Это вот такой вот вообще вот такой вот путь, в котором я вот уже нахожусь новую семилетку, я бы сказала. Автозаводская. Мы, кстати, на МЦД с тобой прокатимся кусочек. Вот, как раз там нам чуть-чуть. Ну, в принципе, нам ехать типа полчаса, кстати, отсюда даже хорошо. Так что мы часть на метро и вот эту вот одну станцию на МЦД сделали. Анастасия, расскажите нам, пожалуйста, может быть, немножко вот так приоткрыв завесу тайны, чем вдохновлялись, что хотели вложить в эту картину, немножечко вот каких-то смыслов нам расскажите, чтобы мы уже осознанно подходили к этому делу. На самом деле очень волнительно представлять свое искусство. И я хотела поблагодарить за возможность, благотворительный фонд, программу «Доброфон». И очень рада, что деньги, вырученные, пойдут на приют счастья, «Подари счастье». И, конечно же, в этой картине я передавала такое знаменательное и важное событие в Евгении, да, это бостонский чемпионат. Я думаю, каждый из вас знает и про мировой рекорд. И для меня, наверное, важное было это передать силу, энергию и такую целеустремленность, которая вдохновляет всех нас. Это возможность идти к своим целям и мечтам. И это то, что действительно огромный пример для всех вокруг, для детей. Вот. Поэтому спасибо вам. Под ваши аплодисменты, под ваши бурные аплодисменты, вашему вниманию мы открываем картину и давайте разберемся. Да, наверное, если 3 самых запоминающихся работы. Первая – это «Девушка на велосипеде». Тогда родилась моя палитра, с которой я до сих пор живу. И я съездила в Барселону, тогда это было свадебное путешествие мое, сейчас я в разводе. И, собственно, это был 2016, и меня поразила Барселона потрясающими цветами. И, видимо, еще и состояние было такое, это, в общем, было все вдохновенно. И вот этот фиолетовый, как бы какие-то вот эти синие, и, в общем, все приглушенное на нюансах, не кричащее, но при этом какое-то глубокое. И я приехала оттуда, я нарисовала 3 работы. И я работала тогда с компанией Doodle & Sketch, может быть, кто-то знает, они собирали такие коробочки.
рассказывали про художников, и они рассказывали про меня, сделали уже какое-то интервью, где я рисовала воду, и я рисовала такие какие-то волны, и что-то такое яркое, ядреное прям совсем. А, собственно, и тут я пишу Алине, говорю: Алина, вот я тут нарисовала работы, но меня вообще как бы никто не примет вот с этими работами, ну, потому что как бы это вообще другое, это настолько другое, что это как другой человек рисовал. Но я поняла, что я наконец-то себя нашла, вот прям все, я почувствовала это. И вот именно это ощущение, оно никогда не подводит. Когда вы понимаете, что это вот ваше, все, это 100%, если слушаете себя. И я нарисовала тогда, вот как раз это была девушка на велосипеде одна, и многие ее помнят, и для многих, кстати, знакомство со мной началось с этой работы. И она не продана, она до сих пор со мной, и я ее, вот, наверное, оставляю. Может быть, найдется когда-то момент или будет, когда я ее куда-то продам, но она у меня дома находится. Вообще у меня нет дома моих работ, кроме одной. Вот, потому что она для меня какая-то такая важная и памятная. И тогда произошло, у меня на тот момент уже как бы была какая-то аудитория. У меня было уже там прилично 1000 человек. Вот. Ну, может быть, 6-7, может быть, как-то так. Я не помню, правда. То есть вот сейчас будут те, кто сыщики очень любят, но я правда не помню конкретное число. Но я помню, что это 1000 были, ну, до 10 000 человек. И я выставляю эти работы, и от меня начинают отписываться. От меня начинают просто вот толпой отписываться. Человек 5 000 отписалось. Вот, ну, не сразу, но вот постепенно, потому что, ну, я рисовала какие-то солнечные морские пейзажи, и тут вот эти вот все работы, какие-то глубокие, все. Но потом на меня подписалось 115 000 человек вот на тот момент, то есть у меня было вот 119. Вторая моя работа, это вот как раз работа со скалолазом. Тогда, мне кажется, для меня, во-первых, она важная, и она тоже, ну, она вот была принята очень хорошо публикой, и как будто бы, наоборот, еще принесла мне такую какую-то свою известность. И я ее показала на Арт-Раше, на моей первой, которая тоже стала очень для меня знаковым событием. С него началось вообще мой такой большой путь как художника, как мне кажется. То есть до этого все-таки, скажем так, я преподавала, ну вот я рисовала в рамках каких-то небольших работ, там, зарисовок, преподавания, но я не выходила в масштабы, я не выходила на большие выставки, ярмарки. До сих пор я очень сильно прям горжусь каменной рамой. Это ребята мне сделали. К сожалению, сейчас уже эта компания не работает. Это микробетон, он покрывает деревянную раму, и картина была презентована на Арт-Раше 2021, и все были в восторге вообще, как так. Вот. Ну, она, конечно, тяжелая из-за этой рамы, но мне кажется, это очень подходит к самой работе. Я какое-то время занималась и увлекалась скалолазанием, и я сейчас перестала заниматься, я на болдере вывихнула правое плечо. Я думала, что это не очень страшно, но я поняла, что это очень влияет на мою физическую активность, и в конце концов пришлось немножко так, осадить свой пыл в плане спорта и выбрать рисование, потому что это правая рука. И я первый раз начала лазать в горах, в Альпах. И это было просто фантастически, когда ты поднимаешься на какую-то высоту, потом тебе кричат: обернись, ты оборачиваешься, а там просто горы. И ты влюбляешься, ты вообще понимаешь, зачем вот эти вот болючие скальники на твоих ногах, зачем вот это все. И это очень для меня стало похоже, как в жизни, да, вот про историю жизни, про то, что иногда нам приходится преодолевать какие-то трудности, идти вот что-то, да, в неудобные обуви, да, неудобства какие-то. Но потом, когда ты вот достигаешь чего-то, такой понимаешь, зачем был этот путь и какое удовольствие, какой результат ты получаешь. Вот я тогда это ощутила. И в 2020 году, к сожалению,
Я осталась в Москве, но так получилось, мне пришлось новую такую свою жизнь начинать, потому что я на какой-то момент я думала, что я перееду во Францию, я буду там, уже как-то вот у меня были такие планы, но не сложилось, и, наверное, к лучшему все, потому что в итоге я начала писать вот такие большие работы, акварели на 2 метра. То есть это произошло, я купила себе, сначала я купила планшет метр на метр, а потом сразу вот 2 на метр. Писала еще его даже вот, ну, дома, по чуть-чуть, там, подложив клеенку, все заклеив, в общем, чтобы в ковид. И я искала метафору для себя вот этого жизненного пути. И я поняла, что для меня это как раз про скалолазание. Поэтому картина называется «Путь». Он лезет по салатовым зацепам, они у него вот под ногой. Вообще скалолазный маршрут, он про цветовой. То есть цветами определены зацепы, по которым дальше он начнет подниматься. И следующий зацеп, на который он должен поставить правую ногу, находится у него вот здесь под коленкой, его видно. Но вот этот вот объем, да, выпуклость... забыла слово, ну, неважно, рельеф, да, рельеф стены мешает ему поставить ногу на зацеп, то есть, да, это вот такой объем, и ему нужно ее сюда переставить, у него меняется сразу как бы координация тела, и следующее движение ему нужно сделать сюда. Я понимаю, что для зрителя, который не знаком с этим спортом, это не будет понятно, но просто для начала вот этот момент нужно увидеть. Вот. И ему нужно перехватиться, поставить ногу сюда и сделать рывок вот туда рукой наверх. И по сути это момент, в котором он замер. Потому что он рассчитывает свои силы. Он пытается понять, а у него получится вообще этот прыжок или нет. Но самое страшное, что долго висеть в этом положении нельзя. То есть вот у нас как «бей, беги, замри», да? Вот замереть – это тоже решение. И замереть долго силы заканчиваются, надо что-то делать. И это то, как я себя чувствовала, ну, в 2020 году. То есть, да, ты можешь замереть или жить прошлым, и как-то остановиться, но, к сожалению, это невозможно, это тоже про какие-то изменения. Тебе нужно принять решение. Но ты не знаешь, это решение будет успешным или нет, никто не знает. И вот ты там один висишь, и только ты можешь опираться на свое внутреннее состояние, только ты можешь себе это подсказать. Никто не может тебе подсказать, как правильно сделать выбор. И это про доверие себе, это про уважение к своему решению, даже если оно не идеальное, даже если оно не получилось, даже если ты сорвался. Это про возможность и умение рисковать. Это просто про жизнь. Вот для меня это лучшая метафора жизненного пути, вот как нам приходится, ну, справляться с какими-то следующими новыми этапами. Вот. И вот эти вот капли, я здесь специально писала работу вертикально, я их оставила как, ну, я не знаю, тоже такую аллегорию вот этим веревкам, собственно, страховочным, да, тросам, которые как будто бы были здесь до него. То есть уже много людей прошли этот путь, но теперь твоя история, твоя очередь. И то, как ты его пройдешь, будет зависеть только от тебя. Вот такая вот моя переломная работа на самом деле на этом этапе, потому что именно, можно сказать, с этой работы началось осознанное экспонирование, работа на больших форматах акварельных. И вся моя серия дальнейшая, да, там, в современном, вот со смыслами, она пошла вот отсюда, поэтому для меня она такая знаковая, и вот она, видимо, поэтому до сих пор со мной. И это тоже к вопросу того, что мне часто говорят, ну вот вы рассказываете, и я вообще обретает все это смыслы, но ведь зритель, который этого не знает, то он не поймет. И я тоже это сравниваю с литературой. Вот даже если читать божественную комедию или какие-то другие великие произведения, то там есть отсылки на огромное количество символов из другой литературы, из истории, из религоведения. И
вообще с огромного количества других. Не знаю, наверное, какой-то простой пример. Ну, такой Пелевин, вот даже не последний его, а может быть какие-то более ранние произведения тоже. То есть ты поймешь всю глубину только если у тебя есть бэкграунд, если у тебя есть бэкграунд, опыт, и ты это все уже где-то читал, и ты понимаешь, на что ссылается автор, какие вот эти вот отсылочки, секретики, символизм он там прячет. И это уже как бы задача зрителя. Автор не отвечает за то, что у кого-то, допустим, этого опыта нету, а у кого-то есть. Мне кажется, даже юмор жизненный, он на этом построен. То есть вот мы шутим какую-то шутку, и кто-то не смеется. Это не значит, что шутка не смешная часто. Это значит, что, может быть, она более сложная, там какие-то такие сложные смыслы спрятаны, да, которые можно понять, только имея определенный опыт. Вот. А когда этого опыта нет, то, конечно, будет и не смешно. Поэтому здесь тоже такой диалог со зрителем. Если у вас есть этот опыт, вы можете увидеть глубину больше. Если его нету, то вы можете просто увидеть скалолаза, который лезет. И это тоже будет неплохо. В общем-то, все это имеет место быть. Поэтому мне хочется, наверное, работать над хорошим искусством. А хорошее искусство, оно имеет какое-то послевкусие, как сложный запах, который тоже раскладывается на много каких-то таких составляющих, то есть когда остается тоже какой-то в конце такой приятный аромат. Вот чтобы раскрывалось все не просто, не одним слоем, не только то, что ты вот что вижу, то и пою, такой акын, да, а то, чтобы это все-таки имело какой-то дополнительные смыслы, дополнительное содержание. Но это, опять же, совершенно не обязательно, я не говорю, что это вот у всех так должно быть. Нет, просто это опять, я говорю только про свой путь, и мне это интересно, мне нравится всегда что-то там прятать внутри работы. И третья работа – это вот, собственно, как раз работа с металлом. И это опять снова работа, из-за которой от меня отписалось снова 5000 человек. Я не знаю, может, это одни и те же. Но это, я поняла, это новый мой опять виток. Это мое соединение с самой собой, и мне очень много писали, что с вами не так, почему вот было все нормально, вы вот и так далее, чуть ли не мы на вас подписались из-за вот акварели, из-за вот такой... а вы тут и так далее. И это был прям хейт. Для меня это... Сначала мне это сложно давалось, правда, я скажу, потому что я не ожидала. Мне казалось, я же это просто делаю искренне. Вот я, наоборот, про себя я пошла к себе. Я же вот свои работы делаю, но... Я понимаю, что вот, опять же, для консервативных зрителей это было непросто. Но вот, не знаю, я очень благодарна этому времени и своей вот этой работе. Она дала мне новый виток свободы, потому что в какой-то момент я поняла, что я тоже закостенела, и вот сейчас еще чуть-чуть, и я буду чувствовать то же самое, что я чувствовала, когда я уходила из инженерии. Когда тебе приходится уходить от любимого человека. Когда одной любви не хватает для того, чтобы остаться. Потому что я всегда любила инженерное дело и до сих пор очень ностальгирую. Потому что в одном интервью я давала интервью и рассказывала про это. И потом я начинаю его читать, то есть это была статья, и там журналист написал, она не любила инженерию и наконец-то нашла себя. Я говорю, господи, какая глупость. Я никогда не говорила подобных слов, ни в одном своем. Я всегда очень любила то, чем я занимаюсь. Но вот это определенное выгорание, если его уже подпустить очень близко, возникает точка невозврата. Возникает тот момент, когда ты уже, нужно прощаться. И тогда это произошло, и я очень сильно боялась почувствовать это в рисовании.
я очень хотела сделать так, чтобы чтобы не разлюбить это, чтобы мне не пришлось прощаться с тем, что я люблю снова. И удержаться где-то, в общем, на плаву, не потопить свой корабль и не идти строить новый заново, а развернуть этот корабль и не напороться на айсберг. И я сейчас это и делаю, мне кажется, что у меня получается, по крайней мере, мое внутреннее чувство, оно мне подсказывает, что у меня пока получается, потому что я получаю радость от того, что я делаю сейчас, и я не сломалась там. Но год был суперсложный, выдержать напряжение внешнего хейта отчасти и внутренних ожиданий от себя и необходимости где-то наступить себе на горло и на финансовое в том числе, потому что отказаться полностью от преподавания, те, кто преподают, художники, я думаю, понимают, о чем я. И вообще это выдержать, это было непросто. Но я сейчас возвращаю какие-то активности, поэтому вот запустила курс, и я думаю, что я останусь онлайн, мне хочется давать, накапливать информацию. Ее невозможно дать, если ты не накопил. Но это уже будет какой-то такой... Но это уже другая история. Но для меня, наверное, событие... Первая персональная выставка. Это в любом случае, наверное, тот момент, когда ты знакомишься с собой. Но здесь, я вспомнила, что даже, пусть это будет 4, это пленэр в Грузии. Первый пленэр, на котором я познакомилась со многими художниками, с Олей Гусевой, с Мариной Трушниковой, Лена Дзюба тогда его организовывала. И я тогда вообще увидела себя в контексте других художников. То есть мне казалось, что я рисую какие-то супер разные работы, вообще не похожие, что у меня нету никакого там стиля, что это все полный хаос. И я помню, как я рефлексирую на эту тему, я раскладываю работы, и что-то я рассказываю, мы жили с Олей Гусевой, и я ей раскладываю, и на полу, и она так на меня смотрит и говорит, я ей говорю, такие разные работы, это же вообще все, вот здесь я эту технику пробовала, эту. Она мне говорит, серьезно? Серьезно? Ты, может, ты туда смотришь, а посмотри-ка ты внимательно, посмотри. И у меня вообще разулись глаза. Вот я увидела себя и увидела стиль других. И я до сих пор считаю, что очень важно не только персональные вот эти вот моменты, а выставлять свои работы рядом с работами, то есть участвовать в коллективных выставках. Потому что когда мы варимся внутри, у нас там какие-то бушуют ураганы, мы там что-то но мы вообще не понимаем, у нас связь с реальностью полностью теряется. И когда мы видим себя рядом с другими работами, свои работы, и себя рядом с другими художниками, мы вообще понимаем, к чему тянуться, где надо доработать, есть ли стиль или его нет. То есть вот это соприкосновение. И с того момента, мне кажется, у меня какая-то внутренняя поддержка себе стала, то есть я поняла, кто я вот уже в плане рисования. И второй момент, знаковый, наверное, это Арт-Раша. Это уже крупная ярмарка, когда я выставила, как раз показала все свои работы метровые, двухметровые, и когда люди вообще меня спрашивали, в смысле, это акварель? И вот сейчас, спустя 4 года, мне кажется, что я выполняю огромный социальный проект, потому что для всех, правда, потому что я абсолютно честно, я стою и рассказываю по 9 тысяч человек только на открытии, 25-30 тысяч человек за 4 дня проходит, и я рассказываю про акварель, какая сейчас современная акварель, что это уже не землистые пейзажи и какие-то натюрморты, что это вот все может быть яркое, может быть интересное. И вот сейчас мне уже меньше задают эти вопросы. Но первый раз на ярмарке мне все, в смысле акварель? Что она 2 метра бывает? А это что?
а вы на чем рисуете и так далее. И это было супер сложно, но это был такой выход из зоны комфорта в новый большой мир. Я увидела вообще себя опять в контексте других художников, но уже не акварелистов, а художников современного искусства. И поняла, где мне расти, где у меня вообще еще я там совсем с соской сижу. И еще надо мне очень много-много всего узнать. И ну вот это было, наверное, знаковым событием, и потом все, мой рост, он начался, потому что я поняла, что ага, что-то я в болотце-то своем там засиделась, как бы оно теплое, прекрасное, но сейчас я уже квакаю, вот, еще чуть-чуть, и я никогда отсюда не выберусь. А есть вот океан, есть моря, есть мир современного искусства, есть огромный мир творческий, и он вообще никак, как это сказать, он связан, но вот акварельный мир – это вот прекрасное, спокойное, тихое озеро. Вот так. А есть океан. И вот хочется, я как тот лягушонок, или как-то вот можно тут придумать, или рыбка, которая посмотрела, посидела, ей все понравилось. Если что, она помнит, куда возвращаться. Но мне хочется еще, мне хочется увидеть все побольше, поплыть. И пусть мне там будет некомфортно, я там никого не знаю, или даже мне страшно, но мне интересно. Вот когда мне интересно, я туда двигаюсь. А третье, наверное, событие, это тоже как будто бы такое, хочется 4 назвать. Сейчас я это... В общем, хочется 5 даже. В общем, третье событие, это было, когда я книгу выпустила. Я поняла, что вообще для меня всегда это было в смысле выпустить книгу, написать книгу, и она будет на полках. Я думала, если люди выпускают книги, и она на полках, то все, это уже какая-то вершина мира. Вот. И когда я пошла, увидела эту книгу на полке, и ничего не случилось, вообще ничего, ну просто на полке, ну просто книга, и какого-то особенного ощущения. Нет, я понимаю, что она как какой-то такой важный проект, и многие со мной познакомились, я обожаю эту книгу, я считаю ее действительно очень важным для себя моментом, но это полностью был момент антизвезды, если можно так сказать. То есть это тот момент, когда ты осознаешь, что ничего не произошло, что ты не стал вот в мгновение ока, что там просто все. Вот ты написал книгу, как тебе в детстве казалось, что вот напишешь книгу и все тебя сразу знают. Нет, это просто книга, это как какие-то другие проекты, и еще надо много-много-много работать, и дальше идти и так далее. Но при этом не обесценивать это. То есть я поняла, что и возводить это в какой-то, давать этому большую ценность, чем это есть, я не хочу, но и обесценивать, что ой, да это все не важно, какая-то маленькая книжка. Нет, это очень крутой для меня проект, это супер большой опыт. Я многому научилась, это сложно. Вот сейчас я который год думаю о книге и понимаю, что вот она вышла в 2021 году. Да? Вот я понимаю, что сейчас я еще, может, не готова писать следующую, хотя мне хочется, но я понимаю, что это очень тяжелый труд. Мне кажется, очень приятно было слышать, что ее находят в библиотеках, даже там в Дании. Библиотеки заказывают книгу, потому что есть запрос у читателей, и они вот приобретают, так что тоже вписать себя там маленькое свое имя в какой-то международный вот этот союз авторов было безумно приятно, вот, потому что я понимаю, что я ее писала сама полностью, без там какой-то помощи, и иллюстрации делала сама. В общем, это большой мой такой труд. Вот. И еще одно, наверное, важное событие, не могу про него не проговорить, да, о нем не рассказать, это Art Drive Tour. Это проект прошлого года, когда мы проехали 10 городов, в каждом городе рисовали на пленэрах. Честно говоря, сейчас, спустя время, я думаю, что его надо было делать раньше. Что я чуть-чуть затянула с этим проектом по своей вот этой какой-то внутренней составляющей, что тогда, когда для меня еще прям вот
такая движуха, постоянные переезды, пленеры. Это было прям на драйве как воздух. Я помню, как меня спросила Лена Таткина там году в каком-то давном: а как ты вообще вывозишь вот это вот все, вот эти пленеры по 2 в месяц? И я поняла, что я не вывожу. Вот сейчас уже не вывожу, да. Вот надо как-то все-таки... Когда вывозила, нужно было вот брать и делать. Вот сейчас уже гораздо сложнее. И для меня этот тур было уже гораздо сложнее. То есть я поняла, что 1,5 месяца ехать, 22 пленера за 1,5 месяца, то есть за 40 дней почти, 40-45 дней, 22 пленера, то есть это каждый 2-й день, плюс еще перемещение, отсутствие сна. Но для меня это было очень важно сделать. Я хотела, чтобы это был проект про людей, потому что не все могут приехать в Москву, и проще мне приехать к ним в города. Но я поняла, что мы вообще абсолютно ничего на этом проекте не заработали. Это все финансы шли на оплаты машин, транспорта, перемещений, проживания, питания и так далее. И я понимаю, чтобы людям это было доступнее, а нам было бы легче, нужно было получить какое-то финансирование. Но, собственно, все это было на моем энтузиазме. Весь проект я посчитала за 1 месяц, и вся логистика была моя, то есть всю логистику я запланировала. С какого-то момента, то есть вначале мы ехали одной командой, из города Тюмени мы начали ехать другой командой, потому что так получилось, что часть команды не выдержала нагрузки. В какой-то момент я рассказывала, что у нас сломалась машина, но это не совсем правда. Вот. И это было сложно, потому что, скажем так, я и Дарья, которая снимала кино, мы остались с грузом в 200 килограмм материалов, которые мы везли всем участникам, а до Иркутска уже все участники ждали, и кто-то полетел на Байкал, то есть уже взял билеты на Байкал, и я понимала, что я не могу подвести людей, и мне надо это продолжать. И я стою и плачу в этой Тюмени, потому что все, у меня 200 килограмм оборудования, у меня часть команды отказалась дальше идти, и мы понимаем, что мы не идем вместе. И что-то надо делать. И я спрашиваю Дашу, я тогда помню, что я спросила: ты можешь сейчас выбрать и тоже не идти вместе? И тогда мы сворачиваем кино, и может ничего не получиться, но это мой проект, он для меня очень важный. И я ей благодарна за то, что она в тот момент сказала: нет, я с тобой, и мы потащим эти вещи, но мы справимся. И мы, в общем, собрали волю в кулак. И я запланировала все. Спасибо СДЭКу, Озону и всем, в общем, компаниям, что они меня не подвели за все это время. Мы пересылали вот эти тюки с нашим оборудованием из города в город. Мы начали передвигаться на поезде. Самое сложное было доехать до Омска. И я до сих пор помню вокзал Новосибирска. Это просто какая-то жесть, ребята, простите. Но вот это не безбарьерная среда, потому что это невозможно. Там сплошные лестницы вверх и низ, а у нас было по 2 чемодана, сумки тяжеленные, еще что-то. Я просто думала, что я там где-то останусь, где-то между одной ступенькой и другой, что я просто не то, что преподавать не смогу, я больше не дойду. Это было настолько тяжело, потому что это было прям через вообще огромные усилия. Но мне важно было выходить и как бы не просто делать вид, что ничего не произошло, а действительно в это верить, потому что в моменте ты получаешь радость, и люди тебя ждут, ты получаешь искренний заряд в ответ, и как будто бы все проблемы уходят. Вот. Но когда после тура мы вернулись, я на 2 месяца ушла прямо в депрессняк.
Я провалилась просто после показа фильма, на который у нас взяли билеты большая часть зала, и я еще просила, пожалуйста, если вы не придете, откажитесь, потому что это бесплатный проект, я его полностью оплатила сама. Мы показывали в атриуме на Курской фильм на 220 человек зал. И у нас были забронированы, то есть там места. И самое неприятное было, что, во-первых, многие не отказались от этих билетов, и часть людей начало скидывать билеты в последние 5 минут, и часть людей было тех, кого я лично знала из творческой среды, из какого-то акварельного сообщества. И для меня это было каким-то шоком. Мне казалось, что я делаю какое-то дело на общее благо, чтобы всем людям, то есть привлечь новую аудиторию со всей России, чтобы рассказать про акварель, чтобы рассказать, как это прекрасно творить, как прекрасно все это вести. И мне, по сути, отказали в информационной поддержке рассказать об этом событии. И я стояла там, я понимала, что у нас ползала, половина из 220, у нас было 220, мы больше билетов оставили, и у нас где-то 120 человек, чуть меньше пришло. Этого достаточно, это не значит, что мне хотелось, чтобы прям каждый пришел. Я понимаю, бывают разные ситуации, но я думаю, что вы понимаете, о чем я здесь говорю. И мне хотелось уйти. Мне в тот момент мне было больно. Потому что я приехала из этого тура в огромном финансовом минусе, в своих личных разочарованиях, в своих близких людях, которые меня подвели. И я рассчитывала на хотя бы моральную эту приятную часть фильма и поддержку сообщества, но я поддержку именно сообщества блогеров не получила с теми, с кем мы общались еще года с 17-го. Но я получила поддержку от людей. Я получила поддержку от людей, которые пришли, от простых людей. И я поняла в тот момент, это мне очень сильно помогло не сдаться. Я поняла, что именно для людей я это делаю, и что, видимо, я буду всегда какой-то белой вороной, в которую не совсем поддерживают коллеги. Сейчас я стараюсь искать людей, которые со мной на одной волне, в одной какой-то понимающей, которые, да, готовы тоже вкладываться. Но в тот момент мне было достаточно тяжело осознавать, что как будто бы все такие, может быть, где-то, не знаю. Мне потом говорили, что, может, это где-то зависть, может, еще что-то. Я никогда не думала такими категориями, потому что мне казалось, да чего, в смысле, чему завидовать? Тому, что ты без денег закончил огромный этот проект, тому, что ты еле живой дополз в конце, и какой ценой это все далось. И просто ты хочешь в конце поставить красивую точку этому всему, но как будто бы, да, видимо, как-то так случается. Но это обратная сторона любых прекрасных историй, когда, с одной стороны, кажется, что все классно, но на самом деле внутри огромные переживания, и поэтому в тот момент я ушла в себя на 2 месяца, я не выходила, я месяц вообще, мне кажется, лежала, я просто плакала. Лежала, и мне ничего не хотелось. Мне не хотелось вообще никаких, и я понимала, что мне нужно запускать галерею, и надо что-то делать, а мне вообще. И я тогда начала публиковать свою серию со снимками из 2020 года с теми переживаниями, которые я уже пережила. Тема моего творческого исследования – уязвимость. Это дым моих воспоминаний или внутренние трещины, но больше в текстах. Потому что делиться переживаниями в моменте я никогда не делюсь. Если я что-то рассказываю, значит, это уже пережито мною и прожито.
Но мне хотелось через вот это касание показать как будто бы свою историю, что она не идеальная, что она вообще не про радость постоянную, что многие, не знаю, сами придумывают вокруг меня ту картинку, которая картинкой, которая не является правдой. Мне хотелось показать и свои огромные минусы, и свои человеческие слабости, и рассказать о каких-то абьюзивных историях в моей жизни, и о тяжелых историях потерь. Просто потому, что это жизнь, как у всех это все происходит. И разница только в том, что ты идешь дальше. То есть ты просто понимаешь, что вот все, я могу сдаться, я могу там сесть, и все, и дальше же ничего не произойдет. И в тот момент я дала себе время это прожить. Мне очень помогло вот это разделение со зрителем себя настоящую. И тогда я понимаю, что очень много аудитории ушло вот как раз. Но для меня это был шаг в новое измерение. И благодаря этому я понимаю, что я обрела ту энергию, которая есть сейчас, я двинулась дальше, я преодолела какие-то свои потери, разочарования, и у меня появляются силы двигаться, делать что-то классное. Вообще, когда меня спрашивают по поводу обучения, у меня, наверное, в единственной части в жизни как будто бы какой-то мелкий такой синдром самозванца возникает, потому что я его быстро отгоняю от себя, просто по той причине, что я, наверное, такой self-made. Я не говорю, что это правильно. Я не говорю, что правильно заниматься только самообразованием. Но в моей жизни получилось так. Относительно рисования я просто объясню. Когда я только начала рисовать, у меня не было денег, вообще не было денег. Мы тогда с бывшим мужем, он меня поддержал, что я пойду рисовать, и мне сложно было сказать своей семье, что у нас вообще 10 тысяч рублей на ближайший месяц максимум. И надо еще квартиру снимать и так далее. И все это делать. Я соглашалась на какие-то вообще самые вообще странные заказы, которые были, что только чтобы хоть как-то заработать. И возможности пойти учиться, оплатить какой-то курс или заниматься, у меня просто не было вообще никакой. Именно поэтому я делаю огромное количество бесплатного контента. Для меня очень важно, я отношусь к людям, как бы хотела бы, чтобы ко мне, наверное, отнеслись в этом. Я это делаю отчасти даже в прошлое себе. У меня тогда этого не было много, и я каждое это знание выдирала, просто старалась наблюдать, смотреть, учиться заниматься, вообще какой-то бесплатный кусочек демонстрации с Буквича. Посмотрела, там кто-то где-то скинул, еще рисуют другие китайские художники. Я прям смотрела бесплатный какой-нибудь вебинар у Калачева School, тоже. Я где возможно было просто посмотреть, я смотрела, и я никогда Но пойти, чтобы у меня был какой-то ментор, который со мной бы занимался, мне подсказал, у меня этого не было. Просто. И я стараюсь сейчас это создавать и компенсировать это. Потому что я бы была рада, если бы тогда была эта возможность. Возможно, мое обучение пошло бы в каких-то вещах быстрее, потому что я понимаю, что я даже какие-то пробелы сейчас сама закрываю у себя до сих пор. Потому что, акварель и вообще рисование – это путь.
Невозможно научиться рисовать, вот прям чтобы научиться. Ты умеешь рисовать на определенном уровне. Всегда есть уровень выше. То есть я всегда говорю, вот эта стандартная, традиционная, классная самооценка, это как? Всегда есть люди, рисующие лучше меня, всегда есть люди, рисующие хуже меня. Я нахожусь на своем каком-то месте. Я как-то раз в эфире это сказала, и мне сразу начали писать: Анастасия, не переживайте, вы рисуете хорошо. Я говорю: да я не переживаю, я вот как бы понимаю, я очень четко себя отслеживаю в этой системе. И это важно, потому что именно это помогало мне этот вектор держать. Мне не нужна внешняя оценка для того, чтобы понимать, где у меня не получилось. И поэтому самообучение для меня дается легко. Потому что, видимо, мой внутренний критик, он такой, конечно, любящий, но он при этом четко понимает, где можно сделать лучше. Я бы сказала, у меня нет перфекционизма, потому что иначе бы все в моей жизни было совсем по-другому, и я бы далеко бы не решалась на те события, которые я решаюсь. Но при этом какая-то здоровая доля вот этой самокритики, она именно помогает мне какую-то свою вот эту оценку держать. И в первую очередь я ее держу, этот ответ, перед собой. Если мне что-то не нравится, я понимаю, там, где улучшить. Так, вот здесь надо позаниматься. Вижу косяк там по форме. Вижу, вот тут что-то не получается. Ага, надо с цветом больше. Какое-то время я для себя ставила такие задачи. Я понимала, что я очень сильно пишу контрастные работы а-ля там Альваро Кастаньет. И мне это не очень нравится. Мне нравятся более глубокие работы по тону, как у Узбуквича. И я училась быть внимательнее, потому что я импульсивный человек и такой более, эмоциональный. Я растягивать тон к какому-то терпению. То есть понимание, как вот в музыке, что паузы тоже надо играть. Что не надо спешить побыстрее свою партию оттарабанить и уйти. Что пауза – это тоже часть музыки. И что вот здесь вот терпение, внимание и наложение какого-то цвета, тона и понимание, как это, то есть не раз, два, трах-бах и все. Оно вот нужно. И я, допустим, с этим занималась. Потом у меня был период внутренний, где я с цветом работала, с чистотой цвета. И я с той же палитрой, с которой работала в 2016 году, и работаю сейчас, гораздо чище стала брать цвета. И очень многие это замечают и думают, что я беру какие-то другие цвета. Нет, это моя отдельная работа внутренняя по набору цвета, по содержанию палитры, по смене воды и так далее. Я стала отслеживать, что на что влияет. Потом с влажностью бумаги я тоже анализировала, а могу я так, а могу так. То есть я постоянно себе ставлю какие-то задачи, над чем мне работать. И стараюсь смотреть, как работают другие. Но так получилось, что действительно в момент обучения просто довольно быстро я вот уже каким-то азам научилась. Я до сих пор говорю, что в акварельной технике-то, в принципе, какую-то базу получить, база достаточно быстро получается. Вот дальше вот этот рост, он вот уже идет более глубинный, более сложный. И сейчас мне кажется, что вот каждым этапом я постоянно нахожу, что мне надо изучить, чтобы потом даже в преподавании это как-то передать. И поэтому студенты тоже учатся вместе со мной и растут, и я бы еще пошла на хороший академический рисунок с огромным удовольствием. Надеюсь, что я тоже это воплощу. Вот. Для меня вообще преподавание так получилось. Я это называю «так получилось», потому что мне правда нравится отдавать людям информацию, которую я накапливаю. И в какой-то момент я начала вести сначала вот эти очные мастер-классы, потом свою рубрику онлайн «Невредные советы», потом просто писала блог и рассказывала про какие-то находки. Сейчас я, конечно, его перечитываю. В некоторых местах очень наивные заявления, но, как все, мы меняемся, и я уже не та, что 26-25 лет, и сейчас уже, спустя какое-то время я понимаю, что что-то я, конечно же, не знала тогда, и сейчас я уже на это смотрю по-другому. И потом появился «Невредные советы практикум», и это 5 сезонов вышло на Ютубе как раз образовательных, бесплатных лекций. Мне это кажется очень важным, потому что в свое время действительно у меня в моем обучении этого не было.
И мне хотелось дать другим то, чего не было у меня, чтобы у них это была возможность, и это было, и возможность брать бесплатно. Поэтому я даже когда работала с другими онлайн-школами, еще не создала свою, я прямые эфиры делала бесплатно. Мы неоднократно спорили на этот момент, на эту тему. Но я старалась, чтобы люди могли познакомиться со мной совершенно свободно и вообще понять, я им вообще подхожу, нравлюсь я как преподаватель, как человек. Может, я мерзкая, и со мной никуда не надо ехать. Ну вот серьезно, это же очень естественный такой процесс. А когда у тебя там сначала одна сумма, потом ты там через час у тебя уже платные эфиры, это всегда сложно понять. И мне кажется, для там, особенно взрослого поколения, которые вообще просто как хобби к этому относятся, для них это вообще тяжело. Поэтому я понимаю, что у меня есть продукты там, высокой стоимости, и это уже индивидуальная работа, это туры, это какое-то такое время наедине со мной, с работами, да, то есть это уже глубинная такая образовательная программа. Это одно, а какие-то эфиры все-таки это несколько другое. И первый мой, да, такой, наверное, этапность преподавания, это когда я просто горела, мне нравилось, вот потому что я сама узнавала новое, и мне вот прям хотелось этим поделиться. По сути, как я уже говорила, что легче преподавать, обучать людей, когда ты, делиться даже, так скажем, когда вы не очень далеко друг от друга. То есть вы буквально, вот вам пару шагов сделаете, и они уже на том самом месте. Потому что вы только что это прошли, и еще помните, как это. Это вот как, не знаю, может, это и в воспитании, и во всем. То есть, когда это разрыв поколений, это гораздо сложнее, чем когда это ровесники. Вы поймете друг друга гораздо лучше. А здесь это именно связано с опытом. Вот ты только что это прошел, ты знаешь, какую ошибку совершает вот человек, который вот сейчас это проходит. Ты можешь, со временем ты абсолютно забываешь все эти моменты. Ты уже просто не помнишь, и для тебя это становится автоматическим. И вот этот первый период я просто преподавала, ездила, то есть это были туры, мне нравилось все. Потом, наверное, второй период произошел вот такой переломный, поэтому я говорю, что Art Drive Tour, наверное, нужно было делать чуть раньше, потому что я уже чувствовала, что на нескольких пленэрах до этого, что мне уже тяжело, потому что, откровенно говоря, меня от себя тошнит, потому что я повторяю одно и то же 150 раз, какими красками я рисую. Это кисть. Я думаю, что, слушая меня, вы даже заметили, когда я говорю как-то из себя, и когда это какой-то как будто заученный текст. Вот заученный текст возникает ровно тогда, когда я это уже 15 раз говорила. А теперь, внимание, воздушная перспектива. Вот здесь мы делаем, вот здесь тон темнее, сверху темнее, вдали светлее, справа темнее, вдали светлее. И уже появилась какая-то такая пренебрежительность в тоне не потому, что я как-то невнимательно отношусь к студентам, а просто потому, что я начинаю слышать свой голос со стороны. Моя команда на Art Drive туре надевала наушники, чтобы меня не слышать. Потому что на 22-й пленэр они выучили уже все краски. А люди были новые, и часто они слышали это первый раз. Но для меня-то это уже каждодневное, то есть я это повторяю и повторяю и повторяю. Я всегда старалась это как-то повторять. Сначала я так скажу, потом я скажу это вот так, потом вот я как-то по-другому это скажу. Но какой-то некий объем информации, который приходится повторять, он остается. И я понимала, что я слышать свой голос не могу уже. Я его просто не могу терпеть. И все. И мне хотелось замолчать и больше не разговаривать, потому что это сложно. И вот это произошло выгорание. И после тура, несмотря на вообще позитивные эмоции от всех людей внутри, от самой движухи, я уже просто понимала, что я не могу повторять, какого цвета это 13 моих цветов, какой кисточкой мы рисуем, там воздушная перспектива, тон, цвет, форма.
И это сложно. И я поняла, что все, настал тот переломный период, когда я перехожу уже, наверное, на следующий этап преподавания, что ли, своего. Потому что делиться-то для меня важно. Но я уже не готова начинающим рассказывать. И я поняла это для себя, то есть совсем тем, кто вообще не знаком с акварелью. Тем начинающим, которые, вот как я сама, которые там за год рьяно в желании узнать, стартуют быстро и бегут, конечно же, я их всегда жду. Вот. Но тем начинающим, которые там 3-4 года рисуют, но у них не идет прогресс, и они все время спрашивают, какого цвета краски, я понимаю, что я, к сожалению, не могу им дать ничего. И у меня нету уже этого ресурса. То есть, может быть, нужно поискать более энергичного человека с преподавательской такой огоньком, который только начинает, которой была я. Мне на самом деле было это супер больно признать. Что я уже не та Настя, там, не знаю, 7-8 лет назад, которая прям горела и готова была спасти каждого начинающего художника. А сейчас нет, я к этому отношусь уже очень избирательно. Я поняла, что вот у меня энергии уже не столько, а вот столько. И вот как я ей распоряжусь? Вот я хочу ей распорядиться, не расплескав ее везде. Я хочу, чтобы она принесла пользу. Это, кстати, я писала в своем блоге, но многие это как-то не совсем правильно поняли. Тоже был такой момент, что я говорила, я жду на своих курсах уже тех, кто хочет заниматься своим творчеством, а все вот для тех, для кого это развлечение, там, возможно, я уже не смогу вас в этом так поддержать и так далее. И мне многие написали, ну, извините нас, вот этих самых из тех тысяч, для кого это там развлечение и так далее. Я говорю, а почему вы себя, наоборот, не в категорию развивающихся? Я же не кого-то конкретно в этом имела в виду, и я совершенно не знаю людей за аватаркой буква М, С в этот момент. Я же не знаю часто, кто мне пишет. Вот. Я, наоборот, говорю о том, что я всех жду, если ваш путь соприкасается с моим, если вам сейчас это откликается, если вам нужна вот эта вот индивидуальная поддержка личного творчества. Потому что мне стало как преподавателю очень интересно помогать двигаться вперед тем, кто вот хочет свое, но еще пока не знает как. Но вот он увяз где-то между мастер-классами, и уже техника супер крутая, а вот в свое творчество выйти страшно. И вот я в клубе сейчас работаю в течение почти года, мы с марта месяца начали, и у участников потрясающие классные проекты, личные проекты. Кто-то готовит персональную выставку, кто-то вышел именно в современные медиумы, у кого-то просто какой-то страх ушел, и он начинает двигаться дальше. Но я понимаю, что нужна собственная смелость. Потому что меня многие спрашивают, а когда, скажите, а мне можно туда или нельзя? Я говорю, вот именно ваш собственный ответ на этот вопрос и скажет вам, что делать. Потому что я не смогу за вас решить. Опять же, я слишком долго работала с начинающими, кто хотел вот этого творческого спасения, что сейчас вот она придет, и она меня научит. Вот. А сейчас я очень хочу, чтобы работать именно со взрослыми осознанными художниками, которые сами готовы учиться. То есть разделить нашу ответственность на... Это сложный вопрос, правда, но на меня, которая может дать информацию, быть этим ментором, наставником, но ваша ответственность в том, чтобы приложить максимум усилий. А если возникает вот этот момент, когда я усилий прилагать не хочу, но научите меня, я понимаю, что у меня больше нет энергии на это. Я прям, вызов принят, сейчас я тебя научу, я постараюсь, я все сделаю. А в какой-то момент я очень много энергии сюда трачу, а понимаю, что человек и не учится.
И он и не хотел, наверное, но для него важно было это взаимодействие, внимание и так далее. Ну, вот он в процессе там нероста. И это тоже имеет место быть. Но мне бы очень хотелось, как я говорю, что если даже мой карьерный рост, и я как художник провалю свою карьеру, и у меня ничего не получится, возможно, когда у моих студентов, которые станут очень известными, вот, они там где-то тоже напишут мне спасибо, мне будет приятно. То есть для меня, для как преподавателя, очень важно не в количественном соотношении работать, а в качественном, чтобы та информация, которую я накопила, которую я доношу, с которой я работаю, она действительно помогала человеку выстроить свой карьерный путь как художника. И поэтому я поняла, что я вот этой из зоны более развлекательной программы для всех перешла в более узкую специализацию для продвинутых, кто хочет заниматься творчеством. И на это у меня сейчас есть силы и энергии, и мне это интересно, потому что ну как, интересно видеть вот это рождение звездочек, таких бриллиантов. Просто интересно наблюдать, как вот чуть-чуть ты где-то подсказываешь, и человек это все делает по большей части сам, потому что у него есть своя мотивация, потому что у него есть собственные силы, и это получается, ну, вообще что-то уникальное. И ты понимаешь, что ты только там где-то вот помогаешь, а ты не как в мультике, а вы и кушать за меня будете, да, то есть вот ты не проживаешь вот этот полностью путь, потому что были у меня такие пленеры, когда были очень начинающие, но амбициозные люди, и в итоге я рисовала 10-12 работ. Я честно могу сказать, я больше таких экспериментов не хочу ставить, потому что я за себя не сомневаюсь, я 12 работ нарисую за там, 5 часов, и за себя, и за того парня. Но ценность-то какая в этом? То есть ценность, я что, себя проверяю? Нет, я могу. Получают ли от этого люди знания? Не совсем, потому что, чтобы знания получать, нужно еще и брать их. То есть мне нравится сравнение с сосудом. Вот у каждого из нас, каждый из нас вот такой сосуд какой-то, да? Кто-то может быть маленький сосуд, кто-то огромный. Вот знание – это некий источник. И люди приходят к этому источнику со своим сосудом. Вот кто-то в руки набирает, и у него все проливается. Он еще этот сосуд не сформировал. И сколько бы там ни лилось этой воды, он ее унести не сможет. А кто-то уже такой, ага, смастерил себе сосуд, и уже цистерну подгоняет, и откачал там полисточника воды. И я понимаю, что дело-то не в источнике, не только источник источником, как преподаватель преподавателем. И у него есть эта информация, он льется, но если не будет вот этой обратной связи, то есть именно ответственности и работы самого студента в этом, то ничего не произойдет. Мы будем так наливать в дырявые ладошки. То есть будет просто проливаться эта вода сквозь пальцы, и время будет утекать. Ну вот, а хочется, чтобы что-то наполнялось по-настоящему. Вот. Поэтому, если это вы, я с огромным удовольствием вас приглашаю на свои активности. Вот. Поэтому мне хочется, чтобы моя работа приносила действительно пользу. Для меня лично польза не просто в развлечении. Тут тоже очень важно, что удовлетворение своих, так скажем, преподавательских целей. Потому что у каких-то преподавателей абсолютно нормальные цели, просто, там, не знаю, взаимодействовать со студентами, жить, там, продавать свои курсы, и они очень классно работают на свою аудиторию. А вот у меня вот такие пунктики, и я занудная, да. Скажем так, минута – это не про меня. Я человек более долгого времени, и в этом плане я еще,
наверное, из той какой-то старой закалки. Я очень учусь сейчас взаимодействовать с форматом рилса, вообще с современным форматом. Я просто тоже вот хочу об этом сказать, потому что наступил тот момент возраста, когда мне до этого казалось это все органикой. Мне казалось так органично развиваться вот в этих сферах, все. И я думала, боже, ну вот, ведь, наверное, ну вот моя мама там все, ее было очень сложно с кнопочного телефона на смартфон там перезагрузить, а сейчас она там лучше меня разбирается, мне кажется. И я поняла, что вот он тот возраст, который у меня. Мне не очень нравятся все там эти нововведения, рилс, короткие форматы. Мне важно, чтобы это долгий был формат, более вдумчивый. Но я понимаю, что я могу, конечно, такая говорить, нет, это фу, это вообще все не для меня, я такая, это буду делать вот так, но реальность, к сожалению или к счастью, она такая, она тоже меняется, и нужно адаптироваться. Поэтому я учусь и занимаюсь тоже собой, учусь вот эти короткие формулировки, для меня это супер сложно, но я правда учусь. Если говорить о галерее за 1 минуту, то, наверное, галерея «Культ» — это галерея современного искусства, в которой вы можете увидеть разных художников, наших современников, да, наших современных художников, работающих в медиумах, от живописных медиумов, скульптурных, и я надеюсь, что в дальнейшем это тоже будет видеоарт. Здесь проходят лекции, мероприятия, встречи творческие. Это место, куда вы можете прийти, провести здесь время со своей семьей, просто остановиться, не бежать, остановиться и погрузиться в искусство. Не вот свайпать бесконечно ленту, а действительно побыть наедине с собой, порефлексировать, подумать, что для вас эта картина, какие чувства и эмоции вы испытываете, соприкоснуться с собой и со своими чувствами и, наверное, получить новые впечатления. Классно. Короче, есть. Я, наверное, расскажу, как вообще идея пришла, как вообще появилась галерея. И меня спрашивают, на самом деле, на мероприятиях часто, вообще, как вам идея пришла, галерея, да? Почему? Вот что вы там спали, там проснулись, и вот сейчас вот надо галерею. На самом деле это очень странно, и обычно, когда я рассказываю, мне абсолютно не верят, что это, ну, что это так, потому что я с детства, ну, то есть это, наверное, где-то в 5-6 лет, я даже, мне кажется, не смотрела никакие фильмы, чтобы там фигурировала галерея, и чтобы там, ну, вот какие-то были, не знаю, арт-дилеры, но мне казалось, я была уверена, что у меня будет галерея. То есть я это представляла так, что пространство большое, там висят картины разных художников, приходят зрители, смотрят, то есть это какое-то общение, взаимодействие. И все, и я с этой какой-то мечтой, вот она осталась на какое-то время у меня, и я ее заморозила, ну, я всегда думала, ну, ладно, я пойду работать там инженером, да, стану там кем-то еще, но я успею, у меня всегда обязательно будет галерея. Конечно, это не было так, что я с детства вот мечтала и всегда вот мечтала, потом бах, и галерея получилась. На самом деле, как раз я забыла об этом на долгое время. И я работала, то есть я стала инженером, я 16 лет занималась музыкой, то есть у меня была вообще другая жизнь. И потом уже вот с 2016 года я стала художником. И вот когда я стала художником, я вспомнила вообще. То есть мне кажется, каждый человек, он в своем детстве знает по-настоящему, кем он хочет быть. И просто мы потом забываем. Нам кажется это неважным. И
какие-то взрослые нам говорят, ну каким художником ты станешь, вот а профессия нормальная у тебя какая? Ну, по крайней мере, в моей жизни так было. И когда я вспомнила снова, я поняла, что нужно потихонечку идти к этому, потихонечку создавать какую-то свою реальность, в которой это вообще возможно. Потому что представить, что вот я там, не знаю, девочка из Калуги, у меня есть галерея, я вообще не могла на тот момент. Но это огромное количество вот этих маленьких шагов, потому что я стала развиваться как художник, я создала свой бренд Кустово Travel, производство материалов для творчества. Я начала представлять вообще все это как огромную экосистему. То есть не просто как, ну вот я рисую, а все остальное должно упасть там мне с небес на землю. Я просто понимала, ну, наверное, по своей жизни, что мне с неба ничего не свалится. Что никто не придет и мне ничего не даст, и не скажет, вот, держи, вот есть все средства, делай на них что хочешь. Чтобы что-то у меня появилось, мне нужно для этого приложить очень много усилий и много работать, много делать. Я знаю, что бывают другие истории других людей, но это моя история, и это действительно было так. Поэтому я создавала экосистему вокруг, это онлайн-школа, мастер-классы, были пленеры, было очень много много для того, чтобы представлять все это как структуру, как какой-то механизм, как шестеренки, которые работают вместе. То есть это не только рисование, это все, что это рисование окружает. Это работа с материалами, оборудованием, это презентации, это демонстрации, это общение с людьми. И в какой-то момент, мне кажется, это очень закономерно стало, я поняла, что нужно выходить на следующий шаг. То есть я до него доросла внутренне. Я поняла, что уже в мастерской нет места презентовать свои работы, уже есть покупатели, мои коллекционеры, которые хотят приехать, посмотреть, все красиво. И каждый раз, когда я убираюсь в мастерской, на самом деле это требует очень много времени, и потом это все обратно перестроить. И мысль о галерее, то есть вот эта вот память, что я когда-то об этом мечтала, что сейчас, в принципе, я там накопила условно какие-то средства для того, чтобы, возможно, это реализовать. И то, что появилась необходимость, то есть очень сложно делать что-то просто так, ну вот просто хочу. Нет, это не было просто хочу. Я поняла, что мне нужно пространство, где я могу показывать свои работы. Плюс мне очень нравится, я уже сама стала коллекционером искусства и стала больше знакомиться с людьми, с художниками. Мне было бы очень интересно их показывать. И на самом деле в какой-то момент я предложила своему другу Александру Сафроненкову, и потом мы это долго обсуждали, вообще создать этот совместный проект, но с какого-то момента мы решили, ну, то есть вот мы его запустили, но потом решили, что пойдем по отдельности, это было осознанное решение, потому что действительно это не всегда просто, и я за это уцепилась, как за свою мечту в том числе. И я понимала, что это большой проект, он гораздо больше, чем только я, чем только мое творчество, что мне это супер интересно презентовать и показывать других. И это стало уже каким-то галерейной историей, галерейным бизнесом, я стала учиться в этом направлении. В общем-то, такие вот постепенные шаги. И в этом смысле я всегда говорю, что когда мне говорят, ну как, вот галерея, я в какой-то момент просто поняла, что у меня есть деньги, наверное, купить квартиру в Подмосковье. Но сделает ли она меня счастливее? И на тот момент нет. И я решила все, что у меня есть, вложить вот в этот проект. То есть для того, чтобы больше людей знакомилось с искусством, больше людей общалось в это сложное время, не знаю, приходили, радовались, получали удовольствие, взаимодействовали, знакомились, смотрели на искусство, в общем, лечили свою душу. И, безусловно, я понимаю, что это такое, наверное, как... Это, конечно же, как...
Меня в этот момент пытаются часто подловить и говорят, ну вы же вот этот социальный проект делаете, ну это же не прям благотворительность, это же не все для себя, и я все время так говорю, но действительно, конечно, я это делаю, потому что мне это тоже очень хочется, и потому что для меня это моя мечта, и мне важно. Ну просто кто-то выбирает купить сумочку или машину, а кто-то вкладывает свои силы, средства для того, чтобы взаимодействовать, и это еще приносило пользу не только тебе, а другим людям. И вот для меня это важно. В этом, наверное, центр моей личности, чтобы приносить, ну, чтобы была вот эта польза не только для меня, да, то есть я, конечно, важный человек в своей жизни, но мне кажется, как-то вложить свой кирпичик в какое-то важное строение чего-то вокруг, это для меня, наверное, это было бы знаково. Я вообще, вот, например, ничего не понимала в свете. Мне нужно было разобраться, и я всех ходила и спрашивала, ребят, какие светильники купить вообще? Ну вот, что делать? Такие, ну что ты не знаешь, открыла Озон, там, светильники, ну там, я не знаю, там, открыла Леруа, купила светильники. И я просто понимала, что да, я накупила, вот это, наверное, уже третий вариант тут светильников, который висит, и мне никто на тот момент вообще не подсказал, какие есть там ватности, какие... Про теплоту я, естественно, знала, но вот как это вообще все на шинопроводе, в общем, получилось так, что много денег тоже в это ушло, и они, ну, как бы испарились. Вот, поэтому таких, наверное, ляпов у нас здесь случился момент, когда мне сделали розетку, вот там на самом верху, я прихожу в ремонте, я говорю, а почему у нас розетка на потолку? Они такие, ну, как бы для проектора. Я говорю, так, а проектор по плану? Говорю, вот здесь, на втором этаже, и мне розетка нужна вот здесь, между. Они такие, ну ладно, а тут уже как бы все зачищено, все проводочки в этой, но работники мне сделали, говорит, ну, а ту мы скручивать не будем, это вам бонус. Я говорю, ну, спасибо, вот, конечно, так что теперь, ну, вот, думаю, что, может, на Новый год гирлянду какую-нибудь туда, в общем, полезная розетка, так что какие-то такие моменты бывают, они все рабочие. Вообще, мне еще очень нравятся здесь стены, и я хотела оставить именно стены и пол, ну вот в черновой отделке, в бетоне, потому что мне тоже говорят, нет, ну а как, ну почему стены не выровненные? Я говорю, ну да, если вот так представить, что при развеске работ ты просверлишь дырку, а у тебя там идеально ровная стена, то ты потом просто вообще это не выровняешь, а вот за счет этого лофта, фактуры, она еще как-то гармонично соединяется с фактурой работ, особенно масляных, таких шероховатых, ну, в принципе, даже, кстати, моя акварель, и это дает вообще свое настроение. Мне нравится, наверное, помещение, ну и вообще не только помещение, вот мне Марсель этим нравился, как город, когда он не пытается тебе понравиться, то есть он какой-то все не идеально вылизанный, то есть есть некая какая-то небрежность, наверное, это и в моем образе заметно, потому что, ну, то есть я не стараюсь делать все так, чтобы все прям вот какой-то перфекционизм, и по жизни этого нет, то есть это какой-то 80% такая стабильная 4%, и в этом, мне кажется, больше жизни, ну, больше жизни, потому что реальная жизнь это не на 100%, никогда ты не сделаешь на 100%, и это, наверное, и не нужно. И вот поэтому мне здесь очень нравятся стены. Вот стены — это про меня. Ну, на самом деле, вообще, как таковое, с открытием все было сложнее, потому что на тот момент, когда уже была аренда этого помещения, и здесь шел ремонт, а я поехала в арт-драйв-тур. Это вообще отдельная, наверное, история. И мне, откровенно говоря, то есть в этот момент я не думала о ремонте, то есть у меня всегда какие-то проекты, они параллельные. Ну, невозможно, наверное, наша жизнь такая короткая, что если ты будешь прям последовательно выполнять все действия, ты не успеешь. Вот. Поэтому это меня часто спрашивают про
то, как вы говорите, там, вы 16 лет музыкой занимались, потом вы там еще в инженерии 8, потом ювелиром 7. И когда мы складываем, мы не понимаем, сколько вам лет. Я говорю, ну, понимаете, все непоследовательно. Некоторые вещи, они параллельны. Поэтому тут вот тоже вот это все было параллельно, приходилось находиться там, частично смотреть что-то здесь. А когда уже ремонт был закончен, это был декабрь, на самом деле мы долго мы не были готовы до конца к открытию. И тогда тоже вот здесь мы командой условно решали, и был момент, когда там часть участников говорила, что нет, еще рано, давай подготовимся там полностью. И, в общем, и в какой-то момент я поняла, что все, и у нас еще не было вывески. Я говорю, я открываюсь, я не могу больше ждать, вот у нас все готово, да, не на 100%, вот опять, но уже готово достаточно для того, чтобы принять людей, для того, чтобы сделать по максимуму то, что мы можем сделать. Ну не увидят вывеску, не увидят ее там 10 минут и забудут, уже войдут, и это будет совершенно другое там настроение. И перед Новым годом, то есть вот сейчас какой сентябрь, да, месяц, прошел 9 месяцев, 10, сейчас уже ноябрь, какой кошмар вообще, время летит, точно, я в каком-то сентябре еще живу, вот, 11 месяц, и да, вот сейчас будет скоро год открытию галереи, и вообще, на самом деле, у меня уже долгое время я создаю, у меня есть список людей, коллекционеров, кто у меня покупает работы, с кем я на заказ работаю, каких-то вот важных людей в арт-сфере, это могут быть арт-менеджеры, критики, кураторы, галеристы и художники, конечно же. И у меня вот этот вот огромный список. В какой-то момент я просто думала, конечно, сейчас я всех приглашу. Когда я поняла, что если я ориентируюсь на свою память, то приглашаю я ровно, не знаю, там 10 человек, а потом еще 100 мне пишет, что Настя, вот как бы вот что-то у вас красивое мероприятие было. И я понимаю, боже, я не позвала, не пригласила. И ориентироваться, в общем, уже нельзя на то, что ты вспомнишь всех. И у меня такой список из большого количества имен. И я прям по нему прохожусь и приглашаю на мероприятие, отправляю приглашение. И на тот момент, мне кажется, у нас пришли там, в этом помещении больше 60 человек было за раз. Мы сломали 2 вешалки, потому что это была зима, и все были с куртками, и куртки висели, и все. И, в общем, было очень весело, было очень душевно. Я знаю, сколько людей меня поддерживает, и огромное им спасибо, огромное спасибо вам вообще, всем, кто в этом. Потому что вот это тепло, я поняла, насколько важно после какого-то вот этого застоя ковидного вернуться в живое общение. Вообще галерея — это вот тоже мое возвращение в живое общение, в живую коммуникацию. Я поняла, что мне очень стало сложно онлайн общаться, я вообще не всегда понимаю ни эмоцию, ни состояние человека, потом все очень по-разному пишут, есть какие-то, сложности, и вот вживую мне гораздо легче. Вживую я могу это все увидеть, как-то считать, понять, даже понять, где я, может быть, там не совсем что-то корректно сказала, и исправиться в моменте, увидев реакцию. В общем, живое общение меня вот этот год в галерее тоже очень сильно поддержал. Вот, поэтому открытие было таким ярким, классным. Я презентовала свою серию работ «Собственное я», где я рассказываю про металл, про мое становление как художника и как инженера, вот это соединение какой-то любви к металлическим формам в моей жизни и как это все, в общем, транслировалось в искусство. Она для меня очень знаковая, такая про новый этап, про новые изменения, и поэтому я вот была рада ею открыть эту галерею. Вот. И за это время у нас было, наверное, сейчас уже 6 галерейных проектов, разные, и совместные выставки, и такие большие коллективные, вот сейчас она как раз за гранью присутствия, и персональные выставки были, поэтому, мне
кажется, что мы потихонечку, я это называю, что у нас еще такой момент роста в галерее, она такая еще юная, но мне очень нравится за этим наблюдать, потому что мне кажется, что это вот каждый шаг, вот как у ребенка, вот такой ценный. Потом, когда это все выходит на какой-то уже уровень определенный, все становится понятно, вроде как будто бы ты выдыхаешь, но ценишь вот эти все живые моменты с самого начала. Ты знаешь, я, наверное, всегда волнуюсь, когда что-то новое, да вообще на самом деле я всегда волнуюсь, скажем так. Даже если это уже 100-й мой мастер-класс, если это, там, не знаю, 10-е открытие, 100-е, неважно. Я это помню еще со времен, когда я играла в оркестре. И это было огромное количество выступлений, и я все время сидела на фронт-линии, то есть это такая первая линия, сбоку, с самого края, тебя всегда видят, тебе ставят микрофон, и ты еще там помогаешь все время кулисам открываться, потому что, чтобы они ничего не снесли, твой пульт, и я всегда волновалась. И я помню до сих пор слова своего дирижера Владимира Сергеевича Иванова, огромное ему спасибо. И он говорил, что если вы не волнуетесь, значит вам все равно. И он каждый раз, уже там, не знаю, миллионный раз выходя на сцену, тоже это ощущал. Это так поддерживало. Не было такого момента, что кто-то внутри оркестра думал, что он, наверное, не волнуется, вот ему вообще все равно, вот он такой крутой, и поэтому вот он, вот, я не знаю, как машина, да, которая не переживает, а мы вот тут все дергаемся. Нет, в этом было огромное соединение, что ли, всех, что все волнуются, что это нормально волноваться, нормально переживать, если тебе действительно это важно. И когда я начинаю что-то, что для меня важно, я всегда понимаю, что у меня будет волнение. Тут важно не путать волнение и страх, да, то есть страх, который парализует. Нет, но вот это вот какое-то ощущение, что предвосхищение всего, если мне не все равно, я всегда волнуюсь. И во время открытия это абсолютно было так. Мне хотелось, чтобы все прошло красиво, чтобы все понравилось помещение, какая-то моя работа, которая сделана здесь, большая, чтобы просто люди получили радость. Я вообще в такие моменты мало думаю о себе, я не нахожусь внутри себя. Вот в моменты презентации, демонстрации, вся моя энергия, все, что есть у меня, она находится вовне, она находится в окружающих. Я растворяюсь в пространстве, я сама становлюсь этим пространством, я его заполняю своей вот, какой-то, не знаю, любовью, теплотой, потому что я не рефлексирую там внутри, вот что я сейчас думаю, там, не знаю, как я одета, как я выгляжу, да мне вообще все равно. Я могу, то есть мне важно, наверное, энергетическое состояние того, что происходит снаружи. Мне важны люди, их радость. И вот когда я это ловлю, я прям кайфую, получаю огромное удовольствие. 10 вещей, которые решает человек, приходится решать человеку, который держит галерею. Так, во-первых, первая вещь — это, наверное, выжить самому, кукухой не съехать от количества, потому что этих вещей, конечно же, не 10, их гораздо больше. Но, наверное, от первого, ты поддерживаешь как минимум всю финансовую сторону. И ты понимаешь, что ты даже в те моменты, когда
галерея сама может не приносить что-то, тебе нужно работать, чтобы, ну я не знаю, чтобы здесь работали лампочки, чтобы была вода, чтобы там, ну какие-то такие простые вещи. Иногда, мне кажется, многие об этом забывают и думают, все, ну я сделал ремонт, а вот это ежедневное поддержание, ну то есть какой-то ежедневной работы, оно уже как-то само собой, ну там все это рассосется. Но это не так на самом деле, потому что вот этот вот, я стараюсь, не знаю, чтобы у нас всегда были какие-то угощения на мероприятия. Мы организуем, ну, на самом деле, вот встречи и лекции. То есть я организую мероприятия внутри галереи, и помимо выставок, помимо того, что это какие-то такие плановые большие, это всегда еще и много маленьких мероприятий. Я договариваюсь с художниками. Я договариваюсь о встрече. Вообще я сама еще снимаю эти лекции, и еще потом 2 дня их там сама монтирую. Потому что, ну вот, не знаю, для меня это какое-то перепроживание. То есть я могла бы это отдать на аутсорс, но мне нравится еще переслушать раз лекцию и как-то вот в это погрузиться. И, конечно же, это тоже управление, потому что у меня здесь всегда есть сотрудники, да, которые работают. Но это, мне кажется, такая, опять же, команда, когда я, скажем так, когда каждому, конечно, приходится внутри тоже думать, а что нам еще не забыть, что вот тут еще нам нужно сделать. Потому что организация открытие – это вообще еще отдельная история. Это нужно договориться по рекламе, потому что есть как бы внешняя реклама тоже, чтобы больше людей пришло на выставку. Это, конечно же, принять работы, это развеска работ, это сама кураторская работа, это тексты к выставке, это печать каталогов, это дизайн каталогов, это огромное количество коммуникации с художниками, чтобы тоже заключить с ними договор и принять эту ответственность за работы, за их сохранность, за то, что да, в дальнейшем ты их продаешь уже коллекционеру. Поэтому это вот эта часть, да, она такая большая. Что такое кураторская работа? Это работа, когда полностью составляется, да, вот этот план, какая будет выставка, как она будет визуально выглядеть, какие художники в ней будут участвовать, как это все будет размещаться, это какой-то текст, это вот, в общем, вся идея. Мне очень помогает сейчас на последних проектах Ксения Сандеско, художник. И вообще это большой такой пул. Безусловно, я тоже немножко вмешиваюсь, потому что я всегда думаю о том, а есть ли у меня, не знаю, публика, которая поймет, примет и приобретет работы в том числе, потому что я понимаю, что есть ультраконцептуальное искусство, и я могу его, конечно, здесь презентовать, но это как будто бы будет такая игра в одни ворота. То есть для меня важно, чтобы те зрители, которые приходили сюда, они понимали ту концепцию галереи, которая рождается. Что да, безусловно, я занимаюсь современным искусством здесь. Для меня это очень интересная сфера, я прям влюбилась в это направление. Сейчас отдельно, наверное, хочется про это сказать. Но, в общем, мне важно, чтобы было понимание, что мы здесь презентуем, и чтобы здесь мне не хочется представлять полностью реалистичное искусство, пейзажи. Я очень это люблю, но мне хочется жить сегодняшним днем. Наверное, вот, кстати, этот момент, который важный. Почему вообще я современным искусством так сильно заинтересовалась? И я вижу огромное количество, такого непонимания, возможно, отторжения, в смысле, там, вот, Анастасия, с вами было все в порядке? Вот. А я реально получаю комментарии, и вы туда же. И вы же были нормальным художником. И вот это все.
И, честно, меня какой-то момент это как-то задевало, я не понимала, почему. Но мне же интересно, вот у меня это детская радость, мне же так интересно, это же так круто изучать то, что сейчас есть в текущем моменте. И, но вот эта вот обратная связь, она такая была непростая, наверное, в течение последних 2 лет, и я перестраиваю свой корабль творческий в этом направлении. Вообще я с 2020 года начала увлекаться, ну, как бы заниматься глубоко современным искусством, тоже брала и курсы, обучение, и мои серии уже, которые даже в 2021 году я на Арт-Рашу направляла, они были все наполнены концептом, такой идеей, смыслами, гораздо больше, чем даже какой-то технической составляющей, потому что для меня искусство — это про идею, это про содержание. И как и здесь в галерее все, так и, наверное, ну вот моя жизнь вся, она не про красивую оберточку, она вот про то, что там вот внутри. И я поняла, что технически я там росла 7 лет, и я могу уже, ну, на тот момент не 7, конечно, с 2016 вот по 2021, да, то есть сколько-то, вот 5. И я могу технически изобразить почти все, но мне уже не интересно только технически это изображать, мне хочется еще и вот это содержание как-то усиливать. И в итоге стали рождаться вот эти серии мои проекты, и я поняла, что вот это действительно меня зажигает. И сейчас я хочу очень закончить эту мысль. Но понимаю, что с тем же самым было ощущение для аудитории, да, для зрителей, может быть, для кого-то из вас, что как будто бы я изменяю классическому искусству. Потому что мне писали тоже, на кого вы нас бросили, почему там и что. И какое-то долгое время я себя сдерживала. Я себя искренне сдерживала, я пыталась на 2 стульях усидеть. И я понимала, что я должна дать людям то, что вот они от меня ждут условно. И поэтому у меня были мастер-классы в классической технике, да, мы рисовали что-то такое очень понятное. И при этом я делала свои проекты, иногда даже их не показывала. И вот серия со снимками, возможно, вы ее знаете, она тоже рождалась параллельно, и мне как будто бы начало такое быть расслоение на то искусство, которое хочу делать я, и на то, что, ну, такое вот, на то, что от меня ждут. И какое-то время я в этом прожила, и я поняла, что это, что я выиграла, что это настолько стало для меня болезненным и сложным, что я как будто бы разделяюсь на 2 части, и то, что я показываю внешне, зритель такой, ой, да, хорошо, все хорошо, а вот это вот, ну вот это вот уже там сложно, это не очень. Но мне-то уже интересно другое, я расту, я меняюсь, и я понимаю, что мне как-то надо было это все собрать. И галерея отчасти, она мне очень сильно в этом помогла понять, что все, ну все, надо отпустить. Уже идет следующий этап, что я никого не хочу обидеть или задеть тем, что я меняюсь. Я понимаю и очень ценю это внимание, я понимаю тех, кто со мной был давно и очень любил то, что я делала там, да, 7 лет назад. Ну, потом я стала это все модифицировать, и мне супер интересно работать именно в современном искусстве, и я дальше буду свое творчество тоже в этом развивать. Почему? Потому что я вообще всегда думаю, у меня такая мысль приходит, ну, что когда люди анализируют и отделяют одно от другого, говоря, что вот есть современное искусство, там какое-то вот все такое непонятное, страшное. Ну, во-первых, очень часто это от страхов, от нежелания разобраться, да. А есть вот классическое, оно понятное, и вот все, я буду здесь. И я всегда думаю, а зачем выбирать? Я люблю и Шишкина, я люблю Айвазовского. Но мне нравится и то, что происходит сейчас. Почему обязательно надо принять какую-то сторону и там вот стоять? Вот вы только даже вдумайтесь.
Ведь зачем нужно выбрать, вот я буду есть только помидоры всю жизнь, а я буду есть огурцы. Я говорю, ну я люблю салат из огурцов и помидоров. И мне очень нравится, я люблю отдельных художников, часть их творчества здесь. И потом есть еще такой момент, наверное, ну, классическое искусство никуда от нас не денется. Все те, кто уже это нарисовал, к сожалению, от нас уже давно ушли. И вряд ли они как-то поменяют свое творчество. Я к нему всегда успею вернуться. Но есть то, что есть сегодня. Это современное искусство. Возможно, часть из этого полностью канет в лету и вообще не будет никому интересно. Возможно, при этом кто-то сейчас будет, не знаю, будущим Мане. В свое время импрессионистов не принимали. И публика, приходя на их выставки, совершенно не понимала, такие, что вы рисуете, какую-то мазню. А сейчас мы как доросли, да, такие все, и говорим, ой, классно, импрессионисты, как же, ну это же вот искусство. Но получается, что мы делаем тоже, абсолютно то же самое с тем, что происходит сейчас. Мы живем каким-то прошлым, но прошлое от нас никуда не денется. Сейчас, возможно, среди этих людей, которые занимаются современным искусством и которых мы видим сейчас в нашем инфополе, встречаем на выставках, будут легендарные люди, которые войдут в историю. И мы не знаем до конца, кто из них. Но неужели не интересно знакомиться, неужели не интересно быть в этой истории? Неужели не интересно быть с этими людьми, быть в моменте, чтобы ну, вот это проживать именно сейчас? И поэтому я всегда думаю, ну никуда от меня не денется классика, а вот то, что происходит сейчас, у меня уже не будет этих 35 лет, вот такого момента моей жизни не будет. Я хочу его проживать, хочу быть здесь и сейчас, поэтому и здесь в галерее в том числе художники, которые работают в современном искусстве. Да, у них есть какая-то такая сильная опора на собственное, на академизм иногда, да. Но, тем не менее, их идеи, содержание, формы выражения, они очень современные. И мне хочется, чтобы именно так это было актуальным, живым, современным. Вот и все. Очень сложно и очень тяжело этим стабильным перестает быть. Ну, я понимаю, отчасти даже мне хочется сказать и какое-то, ну не то чтобы просить прощения, наверное, в хорошем смысле, и вас обнять и сказать, что я очень благодарна всем тем, кто со мной был долго, и я очень не хотела обидеть кого-то своими изменениями. Если это было так, то я надеюсь на ваше понимание. Правда, вот я сейчас расплачусь. Потому что я понимаю, что мир, он нестабильный сейчас. И хочется хоть какой-то стабильности, да, то есть я вас понимаю, потому что хочется вот, ну, вокруг вообще все меняется, и хочется вот я открыл там, не знаю, любимого блогера, учителя, там, или вот, не знаю, вообще просто девочку, за которой я слежу, и мне хочется, чтобы вот там было так же, как было год назад, то есть мы все время, я прихожу и отдыхаю, как мне многие пишут, потому что вот я знаю, что там все понятно. А тут, получается, да, трах-бах там, и все, и там ничего не понятно. И там человек начинает какие-то тоже движения. Но, наверное, моя жизнь, она такая же, как и этот мир вокруг. На какой-то момент она действительно стабильная и понятная. Она в такой каком-то определенном пласту, да, на определенном уровне находится, где вот есть какие-то такие основательные вещи, и если туда заходишь, смотришь на это и понимаешь, да, вот здесь вот так. Но если прослеживать мой путь вообще жизненный, я понимаю, что многие из вас со мной знакомы только по рисованию, то каждый момент времени, каждые 7 лет я меняю вообще сферу своей жизни. Я занималась музыкой, я потом работала инженером.
и довольно успешно каждый раз. Потом я работала ювелиром. Потом вот 7 лет, и сейчас наступил мой личный как бы вот этот цикл, в котором эти изменения должны произойти. И я понимаю, что, возможно, легче бы было, если бы я ушла из сферы рисования и творчества в целом. Потому что я пришла бы к людям, которые меня вообще не знают. У них нету ко мне даже каких-то, минимальных ожиданий. И поэтому они принимают меня, вообще как бы, да, вот с какого-то нуля. А я осталась в сфере искусства. И поэтому здесь есть все те из вас, кто знают меня уже давно. И поэтому вот эти изменения, они для вас заметнее. Потому что я не начинаю с нуля. Потому что я пытаюсь развернуть свой корабль внутри одного и того же океана. То есть я не плыву в другое море, да, где меня не знают, а вот тут разворачиваюсь. И этот разворот, он заметен. И одновременно мне с этим, наверное, хочется сказать, что изменения как снаружи во всем мире, как в наших близких людях, как во всем, что происходит, они неизбежны. Это жизнь. И здесь я, наверное, могу сказать, что важно просто слышать себя и понимать, вот насколько комфортно сейчас с этим. Потому что я абсолютно никого никогда не держала, там, не знаю, все, будьте на меня подписаны, я боюсь потерять. Нет, я просто понимаю, что, да, изменения, они могут быть не приняты. И там от меня отписалось, наверное, там, вот сейчас 1005 человек, да? То есть вот в нашей запрещенной соцсети и не только. Но приходят новые люди, которым, например, интересен вот этот мой новый поворот. Это не значит, что я говорю, что ой, все, отписывайтесь, это вообще ваше дело, там, и все. Мне никогда так не хотелось, но я хочу свою ответственность держать внутри себя и ответственность зрителя держать у зрителя. То есть моя ответственность — это то, чтобы я честно и открыто делилась теми изменениями, которые у меня происходят. Ответственность зрителя уже заключается в том, что если ему не подходит то, что происходит, тогда, наверное, я могу сказать только спасибо и поблагодарить за то время, которое мы были вместе, но дальше, наверное, мы расстанемся, потому что я не смогу ради всех вокруг остановить свои изменения и не делать их, потому что, к сожалению, такой путь, он приводит только к саморазрушению и приводит к такой неудовлетворенности своей жизнью и к такой боли. А я хочу в мир транслировать радость. И только когда я делаю то, что мне интересно и радостно, я тогда могу эту радость транслировать. А когда я делаю то, что хотят другие, но не хочу я, то радость это не происходит. И получается, что все соответствует ожиданиям внешним, но оно искусственное. Оно чувствуется, что не настоящее. Остается только вот эта внешняя, опять же, оболочка, а глубины там нету и содержания нету. Но я понимаю, что каждый из вас и все люди, которые ко мне приходят, они приходят за энергией, в первую очередь, за тем, чтобы получать вот эту радость. И если наступает такой момент, когда моя радость и интерес, оно несколько в другом, я стараюсь плыть в этом, чтобы тоже мочь отдавать. И это не про только меня, это про эффективное взаимодействие со зрителем в том числе. Потому что, да, можно остановиться и замереть, и давать только вот то, что ожидают. Тогда это будет... Да все это почувствуют на самом деле, все это почувствуют. Поэтому если... наши дороги там расходятся, наверное, так тому и быть. Но я понимаю, что кто-то, наоборот, рад и счастлив каким-то изменениям, и кто-то мне говорит: боже, да классно вообще видеть, что человек развивается, что у него что-то меняется, и это круто. И я понимаю, что мы все вообще разные, и для кого-то что-то триггерное, для кого-то нет. Тут, наверное, самое главное, и то, о чем я могу вовне говорить, это то, что... Слушайте себя, не пытайтесь остановить то, что от вас не зависит,
и старайтесь реагировать на это, как вам действительно комфортно. Тогда это будет честно по отношению к каждой из сторон. Тогда каждый в этом взаимодействии сможет, ну, эффективнее что-то отдавать или нет. В общем-то, наверное, так. Это прям живая, конечно, моя мастерская. Вот там стоят листы металла, которые я купила для того, чтобы как раз продолжать серию металлическую. Но я хотела рисовать вот это ощущение старости, такой уже древности за счет фактурных листов. И когда я вообще... Ну, пока я еще до этого не дошла, но... Лист я купила, и эта компания, она такая, я говорю, нам очень нужен вот этот вот прям вот такой лист, чтобы вот он был ржавый максимально. Она такая, вам зачем? Нам несколько компаний вообще отказало, не поняли, что мы хотим. Вот, и одна говорит, ну, у нас есть. Мы такие, ну, мы деньги заплатим, пожалуйста, нам очень надо. В общем, они привезли этот, и еще куски там, какие у них еще были, и до сих пор звонят и спрашивают, а вам еще вот этого счастья не нужно, а то у нас никто это за деньги не покупает. Вот, и вот здесь вот более, да, у нас такой гладкий лист, я тоже какие-то отражения, рефлексы, блики смотрю. А тут я уже натянула себе круглый планшет для работы и маленькие тоже я просто натягиваю, когда у меня совсем нету какой-то энергии рисовать, но я зато подготавливаю процесс для работы. Тумбочку, ну не то чтобы так давно купила, но вот когда работаю на мольберте, то удобно катаешь. Тут, в принципе, по всему я ее расширяю, сверху ставлю сюда вот планшет большой, и тут уже это степлер для планшетов. Вот такие тоже большие я люблю. Это горшок для орхидей. Но за счет вот этой вот формы он очень достаточно устойчивый, и большой флейц хорошо влезает, и вот большой объем воды. Я плюс-минус вижу, какая там вода, и где осадок, и тоже такие использую для мастер-классов, для всего. Вот. Вообще, это студия, мастерская, в которой я проводила мастер-классы, так как год я уже не преподаю, то тут, конечно, я все... так скажем, здесь уже бардак. Вот мой творческий бардак, потому что когда я постоянно ее перестраивала, пересобирала в столы и стулья, то я все время очищала от работы, и снова было все, вот я перестраивала ее. А сейчас у меня, конечно, нету моральных сил, я здесь все оставляю так, как есть после работы, ухожу домой. Уезжаю, вот, а тут вот все остается. Иногда я, конечно же, здесь перебираю что-то, но так как здесь никого больше нет, то есть никто из моей там команды не приходит, это все только моя зона ответственности, поэтому окей. Я тут пытаюсь, конечно, делать какие-то красивые зоны с тумбочками, но потом все чем-то не очень хорошим заканчивается. Вот, все вот так вот идет. Я работаю, вот полутораметровая работа, я тут ее натянула, обычно на мольберте. Такой мольберт старенький, здесь где-то на завалах я нашла, но вообще вот это где-то, так как у меня буковый планшет, то это где-то, сейчас килограмм 10, наверное. Килограмм 8 точно есть здесь. И я периодически либо кладу на стол, либо пишу вертикально и, соответственно, переставляю. Там просто шпингалетина такая и дырки. Это единственное... И отверстие, простите. И это единственное, что помогает, ну, как бы, любые более хлипкие крепления такой вес, конечно, не выдерживают, потому что это даже не холст, потяжелее будет, да, все-таки планшет. Вот. И поэтому двигаю уже под тот рост, где-то стоя пишу, где-то сидя, то есть я могу, если я вот в этой зоне работаю, ну, я села и работаю в ней. Вот. Поэтому себе даже можно повыше, если совсем в нижней зоне. Вот. Поэтому как-то так. Когда надо, уже тоже все это убираю. Меня спрашивают, ну запишите урок на большом планшете. Я вот сейчас, кстати, записала урок по воде на планшете, но на большом невозможно, потому что это, во-первых, невозможно за раз
написать. Во-вторых, это просто, ну, какая-то такая долгая работа. В-третьих, когда я пишу свои личные работы, это как будто, ну, другое состояние. Мне хочется, это интимно очень. Мне хочется, чтобы вот я была наедине с холстом, я не могу это показывать. И у меня очень такое другое внутреннее состояние. Я готовлюсь, я его очень собираю. Иногда бывает, что я написала часть работы в одном состоянии, а потом жду еще несколько месяцев, чтобы в него снова вернуться, чтобы продолжить эту работу. Потому что очень хорошо выдерживать свое, ну, вот, определенное состояние внутри. Тут вообще валяется вон этот... Для натяжки планшетов как раз он сох, потом я убираю этот полиэтилен, но в целом это моя отдельная зона под ювелирку. Сейчас я пока не ювелирю, тут у меня слетел, тонко мне намекая, вот этот кофр с вытяжки, он вообще выходит в форточку, и когда мне нужно, я включаю ее просто, ну вот она начинает там вытягивать. По крайней мере, какая-то часть, ну, вот этой вот гари, да, она уходит. Здесь я сейчас ювелирю очень мало, но какие-то проекты, иногда мне просто нужна эта возможность посидеть, что-то вот поковырять. Ну и, соответственно, здесь сейчас это вот небольшая свалка на столе. Ну, вот здесь горелки, газ. Вот здесь я из меди какие-то части делала. Это тоже вот как раз рабочие Флахейзен и, собственно, вот тут тоже. Так что очень такая рабочая. Какие-то, вот это еще с мастер-классов у меня там кисти, здесь палитры, краски, запасы, цветок. У нас вообще с цветками такая история. Я всегда говорю, ребят, ну что, вы живете у меня, у нас тут очень суровые правила. Кто выжил, тот выжил. Вот у нас кто выжил, тот выжил, потому что бывает, что у меня нету там и несколько недель в мастерской, поэтому он большой молодец, он выжил, я его решила поддержать и периодически тоже поливаю. Но вообще неприхотливое денежное дерево, молодец, короче. И вот тот товарищ вообще очень бодрячком. Ну, кстати, Драцена тоже. Ладно, Драцена, извини. Ты тоже ничего, а то я приду, она будет грустить в следующий раз. Вот. Поэтому здесь тоже какая-то рабочая зона. Тут вообще все и вот полный хаос с кистями, красками, потому что я сейчас как раз вот выполняла большой заказ, и мне было совершенно не до уборки в мастерской, а с другой стороны, может быть, кого-то из вас это расслабит, потому что, ну вот у меня есть помещение, в котором я могу просто взять и уйти со спокойной душой. И вот это вот все не убираться. И на самом деле это иногда огромное удовольствие, правда. Вот просто вечером выключить свет, сказать всем пока, спокойной ночи тут вот, и вернуться в следующий день уже что-то убраться вот, и сделать. Но я так обычно делаю только в творческой мастерской. Все, пока-пока.